Еп. Всем здравствуйте, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я, Леха, Hardplay 600, хотел сказать 66 человек смотрит, так покосился, а уже 687 ждут начала стрима. Дорогие друзья, всем привет, и безумно рад всех видеть и слышать, и, короче, всем здравствуйте. Сегодня у нас стрим, посвященный игре Hogwarts Legacy. Подостыли зрители наши, ой, к этой игре, и уже не так активно смотрите, но, в принципе, я знаю, что всегда в повторе вы, в общем-то, догоните, и, может, просто поднадоело, может быть, слишком много побочных я всяких миссий делаю, я, конечно, не знаю, но... как говорится, результат налицо. Хочу всем выразить огромную благодарность за такую топку. Я везде выложил, за ролики на ютубе. Друзья, я хочу сделать авторский контент, как можно больше его. Сами заметили то, что реакций стало меньше. В общем-то, готовлюсь к авторскому контенту. Для этого просто ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, максимальная активность, ну и, конечно, подписывайтесь на канал, буду всем очень признателен. Также напоминаю всем то, что в телеграм-канале Heart Insight, который спамит уже в чате, есть ссылочка внизу в описании, в самом закрепе телеграм-канала, есть у нас что? Правильно, у нас с вами есть, извините, у нас с вами есть... розыгрыш, который, в общем-то, уже идет полным ходом на новый iPhone 15 Pro Max. Просто от меня, просто от души, просто потому что так захотелось, вот, в общем-то, и все. Для этого просто необходимо подписаться на телеграм-канал Heart Insight и подписаться на канал Hard Play. Все, и победитель выберет автоматически среди тех, кто участвует в розыгрыше. Вот, в общем-то, и все. Донаты я переделал, все сделал, и, в общем-то, как-то так. Стрим, как всегда, 0+. У нас стримы на ютубе вообще, в общем-то, привыкайте. Видосы и стримы, мат у нас здесь будет минимальный, либо совсем отсутствовать. На прохождениях играх мата вообще нет и не будет. Весь движ, весь вот это вот все, как вы любите, на ВК Play. Чтобы не пропускать стримы ежедневные, также подписывайтесь на телеграм-канал Heart Insight. Два английских слова. Heart Insight. Думаю, найдете без проблем. Все, мы начинаем. Сегодня буду тулить задание Себастьяна и обязательно открою бомбарду, потому что не хватает реально перка одного, не хватает скилла. Все, всем хорошего просмотра. Я погнал залетать в пожилую бомбарду. Да. У меня спросили в комментариях, пока загружается игра, спросили в комментариях: Леха, вообще вот перегораешь вообще, вот, да? Вот вообще вот как вот вообще вот ну все, да, уже вот ну уже вот игра вот ну не то, нет, я с радостью захожу, потому что ну сказка, ну реальная сказка. Мне люди, знаете, сколько пишут, сколько мамочек пишет, сколько этих написал. Вот мамочка на том стриме говорит: у меня сыну 8 лет, я вот ему включаю ваше прохождение. Я себя почему-то почувствовал каким-то этим, знаете, как в этот, как он раньше называлось-то, это «Спокойной ночи, малыши», помните, когда все смотрели? Я таким же себя почувствовал, что там типа дети, мамки, чтобы немножко отдохнули, детишки сидят, дядьку смотрят, он там что-то им рассказывает про какие-то там задания, каких-то троллей там ловит, еще что-то. Очень приятно, я безумно рад, что получается, да, немножечко там это, как говорится, в виде такой сказки, в виде такой подачи, все-таки немножко отвлечь вас от суеты и от вот этой всего вот этого кипиша. Стрим сегодня будет недолгий, потому что вторая половинка стрима будет на ВК Play. Пойдем обязательно сегодня с вами постримим и посмотрим, что бы вы думали. Не скажу что, ладно, скажу. В общем, посмотрим мы... Как приручить дракона мы смотрели вчера. Кто не смотрел, можете посмотреть на Бусти, ссылка внизу в описании. Ну, либо в записях на ВК Play. Вот что посмотреть, я не знаю. В общем, какой-то мультик мы посмотрим. Потому что я их не смотрел, ну, я думаю, да, я поставлю несколько мультиков, вы просто за них проголосуете. Так что все, всем приятного просмотра, не отвлекаемся и врываемся прям с ноги, сразу залетаем. Прям жестко.
Я совсем не смотрел, ни Вали не смотрел, ни про этих солдатиков, ничего я не смотрел. Я как-то, ну, не знаю, мимо меня все это прошло. Я почему-то всегда думал, что какие-то эти ублюдские эти мультики, не знаю почему у меня такое мнение бытовало. А потом оказалось, что они очень добрые, очень хорошие. Вот вчера вот там «Как приручить дракона», да, там дружбе учат, там еще что-то. То есть они такие прям вот хорошие, добрые мультики, которые Найти чему-то поведала доброму и меня хорошему схватки с учат. браконьерами. О. И я должна тебе кое-что о них рассказать. Очень Боюсь, здорово. это касается тебя. Ты расскажешь, да, не мне только, ты расскажешь, потому что сегодня мы идем куда, правильно. Мне нужны именно боевые какие-то скиллы. Вот либо вот этот вот скилл, вот это раз. Либо просто пойти по Себастьяну прям. Но я не совсем уверен, что это ветка с Себастьяном. Вот абсолютно я не уверен, Привет, если быть дорогая откровенным. наш кроль Пушка. Прохожу вместе с тобой. Приятного стрима. Спасибо. Спасибо огромное. Очень-очень-очень приятно. Спасибо. Спасибо. Матные все донаты тоже убрал. И на 5К величайшего человека развития тоже убрал. Там теперь другой. Очень хороший, очень добрый донат. Так, не знаю, почему пойти. А почему я бомбарду не вижу? Очень странно. С Себастьяном. Я думаю, что кровное родство — это и есть ветка с Себастьяном. Давайте просто проверим, и все, и долго не будем сидеть втыкать. Так, Себастьян. Меня интересует, где он у нас есть. Куда это он так зашкурился, что оттуда его и не видно совсем. Давайте попробуем. Все писали: Леха, пройди ветку с Себастьяном. Пройди ветку с Себастьяном. Я говорю, ну ладно, давай пройду. Спасибо, ребят. Спасибо за подписки. Очень Меня приятно. попросили обучить вас заклинанию бомбарда. О! Когда выполните мои задания, подойдите ко мне после занятий. Ну да, ну да. Ну, естественно. Текстуры, кстати, прогружаются с опозданием. Кто меня спрашивал, что такое. Короче, если постоять, они, видишь, они потихонечку начинают прорисовываться. Мы просто слишком быстрые для текстур даже. Молодчины, просто бриллиант. Ривелио. Ой, боже. Опять начинаешь, да? Что-то вот здесь вот точно есть какая-то головоломка или еще что-то. 100%, 100%, если не 200. Люмус. Какой-то зал. Веселуха. За зал. Ну вот он, зал. А вот... Ривелио. Ой, ты это где? Одни неприятности, но воровство! Ты воришка! Обворовываешь собственного отца! Но как ты смеешь? Ну там я не пойму. Слов нет, какое разочарование! Я тебе больше не... Ого. Где-то есть... Где-то бабочка. Где-то она. Вот она. Люмус. Давайте-ка мы ее отнесем. 29 левел, ребят. 29 уровень. Слушайте, ну прям канон. Прям красиво. Так. Угу. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что здесь за С кипиш темными такой. искусствами связываться нельзя. Это опасно. Да? Все, что связано с Салазаром Слизерином, стоит того, чтобы рискнуть. Опасности я Я это... не согласен. Но больше не скажу тебе ни слова. Извини. Извинись еще раз. Я Ну? не сдамся. О чем вы с Оминисом говорили? Он ведет себя как ребенок. Судя по всему, у Салазара Слизерина был тайный скрипторий здесь, в Хогвартсе. Оминис заявляет, что в нем практиковали темные искусства, и даже приближаться к нему не хочет. А я напомнил ему, что Анне нужно лекарство. Может, в этом скриптории мы найдем ответы. Да, меня Темное интересует. искусство меня страшно интригует. У Все людей подсказки слишком мут узкое отлетают сразу. представление о темной Не магии. надо, ребят, И подсказывать. Мраксы Не отлично портите в этом прохождение. разбираются. Намного лучше других.
Пожалуй, мне не стоило об этом говорить. История семьи Омениса касается только его. Я бы хотел узнать больше, если ты не против. Обещаю, я никому не расскажу. Ну ладно. Только это между нами. Оменис научился темной магии у своих родителей. Ты знаешь заклятие Круциатус? Нет. Как действует заклятие Круциатус? Круцио, также известное как пыточное заклинание, вызывает у жертвы мучительную, невыносимую боль. Его родители и старшие братья мучили маглов для развлечения. Оменис назвал крики жертв душераздирающими. Однажды в детстве ему впервые приказали использовать заклятие, но он не смог себя заставить. В наказание кто-то из семьи наложил это заклятие на него. Боль была нестерпимой, и когда они снова потребовали использовать заклятие, он сдался. Сколько Жестко. бы я ни убеждал его, что выбора не было, Оменис так и не простил себя. Это ужасно. Но даже при таких обстоятельствах он не должен был его использовать. Напрасно он это сделал. Поверь, все не так просто. О каком здравомыслии может идти речь, когда тебя пытают с помощью Круцио? После этого случая разрыв между Оменисом и его семьей продолжил расти. А потом появился я. И теперь он проводит время, если не в Хогвартсе, то в Фелдкрафте вместе с нами. Оменис доверяет мне. И все-таки иногда ко мне прислушивается. Напомню ему об этом, когда продолжим разговор о скриптории. Жди от меня сову. Новости будут очень скоро. Можно просто Я сутки, заставлю наверное, Омениса подождать. понять. Он передумает. А я сейчас так и сделаю. Мгм. Давайте мы вот так вот просто сделаем. Сутки просто пропустим. Я думаю, что должно это прокнуть. Ну, не точно. Неа. Спасибо, ребят, да, кстати, за лайки. Не забывайте топить. Также это помогает развитию канала. Спасибо. Те, кто в повторе смотрит, тоже огромный респект. Ривелли! Ну что ж, если быть откровенным, я пока... Я сундук пропустил. Если быть откровенным, я пока ничего особо нигде... Нифига себе, да ладно. Пока ничего я особо... Интересного ничего не вижу. Кафедра в виде совы. Алахамора! А где я? Что тут у нас? Даже так. Дэмми Маска. Даже так. Вот к этому я не был готов. К этому я не был готов. Ты теперь моя, да? Спросить Омениса насчет скриптория, Ну-ка. но ничего от него не добился. Жду тебя у входа в гостиную Слизерина. Надо поговорить. Опа. Сюда. Сюда, друзья мои. А вот и квест подъехал. А вот и квест. Вот она, бомбарда. Прям сразу прям на нее лечу, потому что крайне это, ну, очень-очень он мне нужен. И дальше вот пойдем Круцио учить. Прям сразу прям бомбарду иду. Да, Викуль, присоединяйся, конечно, без проблем. Угу. Сейчас мы его заберем. У нас будет две полоски, можно сказать, две полоски полноценного прокаста. Ну, я думаю, что этого более чем хватит. Прям вообще за глаза. Посмотрим сейчас. Глеб, да-да-да, все заказал, все четко.
Все четко, просто вчера рано очень валился спать. Но все нормально. Очень понравилось. Спасибо. Вчера, наверное, то, что болею, меня прям это сморило. Все нормально. Спасибо, Глебас. Все как и хотел, короче. Так. Сейчас посмотрим, что там за бомбарда. Сразу вспомнил самое начало «Властелина Сегодня колец». вы все молодцы. Урок окончен. Не могу сказать, что я... Полагаю, вы готовы. Я выполнил вашу задачу, профессор. Теперь я готов к изучению бомбарды. Хорошо. Но у этого заклинания есть один нюанс. Его можно использовать только в Ну, случае это понятно. У необходимости. меня необходимость Вы, она наверное, всегда. уже догадались, что взрывные чары могут причинить вред окружающим. Поэтому используйте их очень осторожно. Осторожности я это Непременно, профессор. Ловлю вас на слове. на слове. Что ж, приступим. Движения палочкой должны быть четкие. Мать, давай не учи уже. Держите палочку как говорится- ровно и крепко. Помните, что взрывное заклинание очень капризное. Сюда. Вот это красиво. Добрый Хорошо. вечер. А теперь давайте. Все, мать, давай теперь не будем рассказывать. А теперь самое главное. Дальнобойная ли это атака? Не шутя, при попадании наносит сильный урон, сопровождающий взрывом, который может разрушить тяжелые препятствия и поразить врагов поблизости. Откидывает. Верно? Откидывает. Откидывает. Вот это в спайке точно идет. Притянуть удар огнем. Дальше откинуть. Дальше обезоружить оружием в него же. Заморозка. И вот этот мощный очень прокаст. Поджечь. Взорвать, откинуть. И вот здесь в конце просто поднять, законтрить. Хотя я бы, наверное, вот так вот сделал. Вот это 2 полноценных прокаста. Потренируйтесь Я бы на сделал этих так. тыквах. Да-да-да, мать, все хорошо. Так, есть. Дальше сразу же, здесь ничего интересного не открылось, дальше сразу же летим к Себастьяну. Сразу же, прям на ноге. Очень-очень-очень... Все, остальные мне пока не интересны. Дальше мне Себастьян очень интересен. Мне говорили, он даст ультрасильные скиллы в комментариях. Ребят, напоминаю, все подсказки, все, что вы думаете по поводу игры, все обязательно пишите именно в комментарии к стримам. То есть, когда они уже закончатся, пишите, я лайкаю эти все комментарии, благодарю людей. Это уже не спойлеры, а советы по игре, которые очень-очень интересно, кстати, почитать. Если пишете просто в чате и пытаетесь спойлернуть, отлетите в бан. Поэтому берегите аккаунты при всем моем уважении. Не портите себе и другим ребятам прохождение игры. Спасибо. Так. Вот эти скиллы, я так думаю, что они будут очень-очень сильные. Не потому, что даже написали в комментариях, а потому что люди об этом, точнее, написано в квесте прям. То, что типа это очень сильный перк. Глазик. Тут непорядок.
А это 500. Погнали. Но это запрещенные, да, Здесь? скиллы. Отлично. Типа то, чем нельзя вообще пользоваться. Но мы будем за пределами пользоваться. Сейчас, одну секундочку, я... Сейчас. Вот. Я вот так вот сделаю сразу. Чтобы потом не бегать. Я получил твою сову. Что случилось с Оминисом? Я сказал ему, что мы не сможем вечно избегать темной магии. И чем больше мы будем знать о Салазаре Слизерине и темных искусствах, тем лучше мы подготовимся. Увы, о местонахождении входа в скрипторий известно только Мраксам, а Оминис не хотел мне говорить. Пожалуй, надо бы с ним поговорить. Тебе? Попробовать можно, но особой надежды нет. Оминис упрям до невозможности. Ничего нового. Я знаю, где он. Я тебя проведу, а дальше уже дело за тобой. Пойдем. Ну, пойдем. Он там. Главное, чтобы нас все равно не спалили, потому что это все такое вот, знаете... Будь начеку. Никогда не знаешь, кто может тебя увидеть. Хотя раньше нас это не останавливало. Строго говоря, останавливала. Плохая затея. Нас всё поймали. это. Проклятый полтергейст. От него одни проблемы. Ривелли! Мне показалось. Не шутя. Как в школе у нас. Помню, дрожжей раз накидали. Вон он. Удачи. Что ты здесь делаешь? Привет, Оминис. Есть минутка? В чем дело? Что вы с Себастьяном задумали на этот раз? Хочу извиниться перед тобой, Оминис. Извинись. Боюсь, что я солгал тебе насчет крипты. Себастьян показал ее мне. Он хотел, чтобы у меня было безопасное место для тренировки заклинаний, чтобы все нагнать. Он надеялся, что ты не будешь против. В принципе, идея неплохая. Просто в последнее время Себастьян постоянно надоедал мне с одним вопросом, и я на него зол. Только не говори, что он опять об этом... Как его? Скриптории. Он тебе об этом рассказал? Да, мы говорили об основателях Хогвартса, и он упомянул об этом, но без подробностей. Да, понимаешь, он считает, что в нем находится ключ к спасению Анны. А я думаю, что он тесно связан с темной магией, которую лучше не трогать. Постой-ка, ты что, никогда там не был? Разумеется, нет. Я знаю о темной магии благодаря любимой тете Ноктуа. Они Она туда это не тоже лезли. одобряла, в отличие от других членов Не семьи. побоялись туда лезть. Честно говоря, она надеялась убедить их, что идеи Салазара Слизерина были куда шире, чем одержимость чистотой крови. Мгм. Она узнала об этом скриптории и решила, что может узнать побольше о Слизерине. Она даже нашла тайный вход в этом самом коридоре. Она Мгм. постоянно писала отцу, как пытается туда проникнуть, а потом просто исчезла. С тех Убрали пор никто просто. не пытался попасть в скрипторий. Мне жаль твою тетю. Но разве ты не хочешь узнать, что с ней произошло? Тетя Ноктуа пошла этим путем с добрыми намерениями и погибла. Не хочу, чтобы такое повторилось. Но с чего ты взял, что мы повторим ее судьбу? Кроме того, ты говорил, что вы с тетей схоже мыслили. Это было бы в память о ней. Ты бы узнал о Слизерине, о Давай, ну Себастьяне, об согласись, Анне. пожалуйста. Ну Твоя прокни. тетя отправилась туда одна. Ну, А мы пойдем вместе и справимся. ну. Вижу, к чему ты клонишь. Тебе удалось меня убедить. Хорош. Не думал, что это возможно. Хорошо. Я открою Сюда. тебе, что знаю. Сбегай за Себастьяном, я подожду. Что за ним бежать? Он сзади меня он стоит. Надеюсь, мы не пожалеем об этом. Себастьян, сюда. Чего откройте? В скрипторий можно попасть с помощью этих жаровин. Инсенди! Ты готов поделиться? А мне ты не рассказал даже, когда я умолял об этом. Жаровин. Ты тоже не сказал, что я хотел услышать. Открыть вход. Думаете, меня это впечатляет? Да мне без Аллахамора! разницы, сколько там ударов в фонарь. Вообще-то ну, двое уже лучше, что-то. чем одна. А значит, 3 лучше, чем 2. Обычная математика, Оминис. Не успел 7-ю часть досмотреть, а тут уже 8-я подъехала. Вы можете в комментариях, ребят,
точнее в описании найти или на канале плейлист Hogwarts Legacy. Ну и посмотреть все части, да. Безумно интересная игра. Сказка. Ревелио. Так, тут надо поаккуратнее, а то я так... Кто-то и впрямь меня слушает. Понял. Понял, принял. Иногда. Понял, принял. А, они гаснут. Ага. Конфринго. Раз. 2, 3. Что-то происходит. Надеюсь, мы к этому готовы. Чик-чик. Если честно, достаточно сцыково, если здесь... Ревелио. О как. Репаро. Кажется, это запертая дверь. Думаю, нужно осмотреться. Обломки сложились в изображение человека лицом к лицу со змеей. Должно быть, этот голос я и слышал. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином не все так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко, к нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Ноктуа Мракс. Угу. Ревелио. Значит, лабиринт, да? Этот голос древний. Этот город Знаешь. самый лучший город на земле. Ты слышишь какой-то голос? Все началось, когда тебе удалось восстановить Сорян, изображение. болею. Шепот сказал мне «говори». Поболеет, поправляйте. Я скажите, ребят. змеюст. Могу общаться со змеями и слышать их. Все известные змеюсты — потомки Салазара Слизерина. Вот бы и мне уметь говорить со змеями. Знаешь, говорить на змеином языке не так уж и здорово. Его часто связывают с темными волшебниками. Я не говорил на нем много лет. Дверь отворится только под звуки змеиного языка. Надеюсь, я посеял в тебе сомнения. Не вижу причин останавливаться сейчас. Вижу цель, не вижу Какая препятствий. ирония. Покидая дом, я дал клятву оставить темное искусство. И вот до чего я дошел. Отойдите. Неужели давай. приходится это делать? Сработало! Уминис, у тебя и правда редкий дар. С вами двумя я чувствую себя третьим лишним. С нами двумя? Я... Да неважно. Ревелио. Нет явного пути вперед. Это же лабиринт. Салазар Слизерин постарался как можно Конфринго! усложнить задачу. Дверь, через которую мы пришли, закрылась, но впереди есть ворота, и не одни. Ревелио. Стоит их изучить. Вдруг там есть какие-то подсказки. Угу. Конфринго! Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света. Но нельзя падать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. В этой Ноктуа. записи говорится о том, что она заблудилась, и о враждебном приеме. Бедная тетя Ноктуа. На шкале нужно сосредоточиться. И тетя Ноктуа так говорила. Чтобы справиться, нужно продолжать пробовать. Что это такое? Это не к добру. Салазар Слизерин специально наворотил сложностей. Так. Ну-ка, подожди-ка. Ну-ка, друзья мои. Ревелио. Шутя вы тут. Что удумали? Люмус. Там какие-то символы. Какие-то символы. Спасибо огромное. Здесь все везде закрыто. Ревелио. Символы на дверях стоят. Люмус.
Какой-то бык с утюгом, что ли. Выглядит неутешительно. Не особо я Что понял тебя прикола. удивляет? Мы же в лабиринте, придуманном самим Салазаром Слизерином. Почему она прыгает-то? На всех воротах есть символы. И на шкале тоже... Почему? Я же ничего не нажимаю. Типа время какое-то. Давай еще раз взглянем на ворота и на символы. Я вообще не понял прикола этого, если честно. Типа таймер, может быть, какой-то идет. Секунду. Вверху бык, внизу утюг. Верно? Верно. Вверху был бык, рог от быка. Внизу утюг. Все. Сейчас все сделаем. Ладно, окей. Бык, короче, вверх, утюг вниз. Долго загрузка идет. Дверь, через которую мы пришли, закрылась. Но впереди есть ворота, и не одни. Стоит их изучить. Вдруг там есть какие-то подсказки. Инцендио! А он тут устроил. На шкале нужно сосредоточиться. И тетя Нокту так говорила. Чтобы справиться, нужно продолжать пробовать. Есть. Жаровня. Символы совпали, и ворота открылись. Я как раз собирался сам это сделать, но тебе удалось меня опередить. Расскажешь. Отлично. Люмус! Рыбка какая-то и... Типа треугольника или... Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Да-да-да. Но кто упоминает Больше не только тебя мучительные и никто тяжелые не испытания, видел. но и награду. Мучительно. Ревелио! Это меня как раз и волнует. Награда — это очень Лично хорошо. я слышал только что-то о награде. Идем дальше. Люмус! Может, я что-то не понимаю. Мы пришли отсюда. 100%. Глазик-змейка. Еще одни ворота. Слизерину нравилось дразнить других. Наверное, это семейная черта. На себя посмотри, Себастьян. Так. Звучит многообещающе. Загадка еще одной шкалы решена. Впечатляет. Ты молодец. Ревелио! Люмус! Я провалила испытаниями. Вот она. Оминис, твоя тетя хотела изменить ваши семейные традиции. Хотела. И именно за это я любил ее больше всех. А вот здесь теперь вообще непонятно. Я думаю, что это от того. Вот это вот. Ревелио! Вот это вот. Это от вот этого вот. Рыбка и какой-то треугольничек или что-то типа такого. Рыбка. Снова заперто? А он был не из гостеприимных, да? Отлично. Есть. Мы еще на шаг ближе к скрипторию. Люмус! Быстро. Быстро они. Там впереди что-то есть. О, что-то недоброе. Мне как-то тревожно здесь. Ревелио! Нужно двигаться дальше ради моей... Бомбарда! Конфриндо!
Что это? Ворота! Кажется, мы заперты здесь. В очередной раз. Ревелиус. Салазар Слизерин пока не хочет нас выпускать. А ну-ка. Это конец. Я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростое заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправился на мои поиски в одиночку, его ждет гибель, и все из-за меня. Поехали. Оминис. Здесь скелет. И последняя запись из дневника Ноктуи. Она пишет, что оказалась в ловушке и не могла выйти из-за непростительного заклятия. Здесь она и умерла. Мы все здесь умрем. И Тихо, зачем тихо, я тихо, только тихо. вас послушал? Оминис, мне очень жаль твою тетю. Но я знаю, что делать. Будет непросто. Ты сказал, что знаешь, что делать? На двери изображены лица, искаженные от боли, а на камне высечено слово «Круцио». Думаю, что дверь откроется под воздействием заклятия Круциатус. Вот почему погибла Ноктуа. Ей не на кого было наслать заклятие. Из нас всех у Оминиса больше всего опыта с Круцио. Это должен сделать он. Похоже, вы хорошо ладите с Оминисом. Можешь попросить его об этом? Кажется, он немного зол на тебя. Я поговорю с ним. Давай Хорошо. попробуем. Надеюсь, твоя магия сработает. Нам бы сейчас жидкой удачи. Не стоило вообще доводить до такого. Оминис, я и не думал, что мы можем оказаться в ловушке. Чего не скажешь о Салазаре Слизерине. Он виновен во многих немыслимых вещах. Я слышал, о чем вы говорили с Себастьяном, и я отказываюсь. Круциатус причиняет нестерпимую боль, уж я-то знаю. Себастьян вы просто немного тогда рассказал погибнете, мне о алло. том, что случилось с тобой в детстве. Похоже, у тебя не было выбора. Стоило догадаться, что он тебе расскажет. У человека всегда есть выбор. На мне лежит такая же вина, как и на худших членах моей семьи. Непростительные заклятия действуют только когда вкладываешь в них всю свою волю. Мне нужно было хотеть причинить боль, и я никогда не прощу себе этого. Короче, я Из-за понял. этого заклятия у меня больше нет семьи. Вам с Себастьяном нужно придумать что-то другое. Что? Что, Один родной? раз наложив Круцио, будешь жалеть об этом до конца своих дней. И что теперь делать? Оминис отказался снова применять Круциатус. Глупости. Будто погибнуть здесь лучше, чем наслать это чертово заклинание. У меня очень плохие новости. Я могу научить тебя Круцио или использовать его против тебя. Постой-ка. Ты не говорил, что умеешь накладывать Круцио. Потому что я и сам в этом не уверен. Так ты меня Оминис научи, а об я этом на тебя знает, наложу. Но не оставил нам выбора. Я не хочу, чтобы нас постигла участь По-моему, Ноктуа Мракс. гениально. Думаю, я смогу применить его, если придется. Сейчас, ребят, поставлю, чтобы вас видеть. Я хочу научиться этому заклятию, но не стану применять его к тебе. Давай ты наложишь его на меня. Я этого не забуду. Не шутя. Поехали. Все, пошел процесс. Готов? Да. Ты цел? Ты в порядке? Боль была просто невыносимая. Ну ничего, переживу. Пошли дальше. Не шутя, он мне ХП Мы дал с нашли прокаста. скульптуры Салазара Слизерина.
Прямо не верится. Себастьян, Оминис! Здесь книга. Тебе удалось что-то найти? Это чё за... Заставляет большинство врагов корчиться от боли, поскольку они получают длительный урон. Также накладывает на жертву проклятие. Проклятые враги получают дополнительный урон. Идите дальше. Подожди-ка, сынок. Там, а я здесь задержусь. Апка не зря там припас кое-чё. Проклятые враги получают дополнительный урон. При нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Заклинание остолбеней. Если, короче, мы доджим этот... Ну, это все, это... При попадании по врагу, находящемуся под действием Круцу, выпускается снаряд, который накладывает проклятие на цель поблизости. Ну, это все. Это просто добрый вечер. Это вот раз, два. При победе над проклятым врагом восстанавливаете свое здоровье. Ну, это же это ненормально вообще. Эффект проклятия сохраняется дольше. Это габеллы, это, я же говорю вам, это полное имбище. Ну, что я могу сказать? Это надо третью ветку делать стопроцентную, абсолютно железобетонную. Я вообще сейчас задумываюсь, что вот эти все ветки надо вниз опустить. Либо вот с этого вообще начинать каст. Потому что... Ну, это просто, это... Какое-то ненормальное абсолютно заклинание. У нас еще урон свой вообще просто бешеный. Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума, и я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на тему прежде, чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не хочу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Мне его мысли напоминают мысли одного человека. Так, знаете, всеми известного. Интересно. Интересно. Очень интересно. Ревелио. Но... Ладно, есть о чем задуматься. Что скажешь? Похоже на книгу заклинаний. Невероятно. Вещь, принадлежавшая основателю Хогвартса. Какая честь. Поверить не могу, что Оминис никогда не рассказывал мне о своей тете и о том, что ей удалось Что обнаружить. будешь делать с книгой Слизерина? Я собираюсь ее прочесть. Мои родители были преподавателями и с малых лет привили мне эту привычку.
Но это можно сделать и позже. Предлагаю хорошенько осмотреть эту комнату. Она Просто вроде дух маленькая, захватывает. нет? Ревелио! Ну-ка, 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 ну-ка. Выход. Я не хочу уходить, но я в долгу перед вами обоими. Без вас двоих мы бы ни за что не зашли так далеко. Нам очень повезло, что мы не погибли. Давайте поклянемся, что больше не будем в такое лезть. Прекрати ныть, пожалуйста. Я тебя очень прошу, просто по-человечески. Прекрати отставить нытье. Подземелье Слизерина. Я вижу выход. Лучшее, что я слышал за день. Оминис, насчет твоей тети. Не надо, Себастьян. Ревелио! Я сейчас говорю серьезно. Мы обязаны поклясться, что больше никогда не станем связываться с темной магией. Никогда. Понимаю. Мне очень жаль, что Никогда. твоя тетя погибла, Оминис. Думаю, после всего случившегося я благодарен за то, что удалось Мамой узнать о клянусь. ее судьбе. Твоей. Спасибо тебе. Выучу заклинание и никогда им не буду пользоваться. Да. 100%. 100%. Может быть, даже 200. Да. Вообще никогда. Никогда. Мы продолжаем. Мы продолжаем КВН. На-на-най. Тара-та-тай. Кстати, я тут кое-что вспомнил. В комментариях под предыдущей серией, по-моему, вы мне написали: Леха, вот эти вот питомники, в которые у тебя твои друзья все там чилят, эти животные, можно очень серьезно упростить себе жизнь. Я сначала не понял, говорю, чё? Кого там упростить? Якобы, сейчас мы это проверим, в каждой локации стоят несколько сундуков. В каждой локации стоят по 3, по-моему, сундука. И если ты в них что-то найдешь, то там какие-то автоматические кормушки, еще что-то, еще что-то. Короче, что-то там есть. Есть очень важное. И вот я художник, я так вижу. Я бы ночью такого встретил, я бы с ума сошел, честное слово. Страшно, очень страшно. Хотел бы поговорить, когда у вас будет минута. Ты даже прям удивительно немного. Ну-ка, сынок. Не шутя, тюрбан разогнали. Интересно, а от магии третий левел, обалдеть. Хочу, да. Да. Да, нельзя, 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 нельзя. Слишком сильна для этого предмета. Да, хочу. Очень-очень-очень хочу. Про полосочку надо не забывать, чтобы быстрее все кастовалось. Кстати, молодой что-то хочет. Где он? Что ты хотел? Что надо? Привет, Дик. Ты хотел со мной поговорить? Да, Дик, подумал, что вы захотите научиться создавать загон для разведения существ. Конечно. Естественно. Это отличная идея. Это бизнес. Спасение и разведение существ тесно связаны. Да-да-да. Браконьеры крайне опасны для детенышей существ.
Разведение существ в выручай-комнате позволит уберечь малышей. Верно, Ясно. верно. И что мне нужно сделать? Сначала приведите в комнату пару существ, самца и самку. Дик предлагает спасти фестралов. Они очень страдают от браконьеров. Очень страдает. Благородные создания с плохой репутацией. Ой, своя из-за связи ферма. со смертью. Браконьеры ценят их за хвостовые волосы. Я уже видел фестралов, но где же в здешних местах найти пару? Дик А в видел нашем загоне диких там посмотри. фестралов неподалеку от Хогвартса. Дик, Вам там нужно они будет уже приобрести гуляют. рецепт для загона в фолиантах и свитках и собрать необходимые материалы. Рецепт для загона. Приходите к Дику, когда фестралы и магический рецепт будут у вас. Фестралы у нас уже есть. Солнышко, а вот... вот это уже интересно. Это где? Шапка... Угу. Фиксирую. Фиксирую. Загоны, это типа они будут размножаться. То есть это очень хорошо. Угу. А я думал, Я прошу прощения, я случаем перчатки не менял? Перчатки без слота? А, он 22 левел, все, я понял. В принципе, у нас ресурсов достаточно. Давайте посмотрим, что у нас Давай. есть. Кормушка для тварей. Загон раз. Теперь можно наколдовать загон для разведения существ в выручай-комнате. Надо сказать Дику про фестралов. Плюс кормушка. Если вам еще что-либо нужно, только скажите. Давай мы, знаешь что, мы немножечко Давайте почистим посмотрим, что у инвентарь. нас есть. Да, а то что-то мы как-то уж больно много насобирали. Мы, кстати, сейчас, я так думаю, как раз на 0 выйдем. Если все это распродать. Да, уже десятка. Ну, не на 0, но... Что-то стоп. А где я? Если 28-й вам левел? еще что-либо нужно, только... Не понял сейчас. Добрый вечер. Сейчас мы это досадное недоразумение исправим. Ехали дальше. Порт. Порт. Полетели. Если они будут автоматически кормиться, надо вообще всю эту систему автоматизировать. Я думаю, что все равно придется собирать. Понимаете? Передать привет Жене Руденко. Он обожает твои видео. Привет. Здрасте, ребят. Привет. Так. Займетесь разведением существ? Сейчас займусь, только надо кое-что сделать. Вот здесь меня интересует. Сюда. И, пожалуйста... Третий левел, жаль, мы пока не можем. Ребята, никак не можем. Первый левел даже трогать не хочу. Давайте, это самое простое вообще.
Они просто будет быстро темная магия. Будем ее кастовать, как не в себя, да и все. Я спас фестралов и приобрел магический рецепт для загона. Великолепно. Теперь, чтобы разводить фестралов, Я думаю, на нужно легендарках выпустить их в виваре третий с левел. созданным загоном. Чтобы начать, используйте загон. Приходите к Дику, когда закончите. Хорошо. А Интересно, загон где прям лучше там? наколдовать для них загон? Ого. Третья комната, что ли, открылась? Не шутя. Ну, как бы спасибо, но... Дик не перестает удивляться комнате. Теперь у нас есть идеальное место для фестралов. Скажите Дику, когда разведете их. Добро. Сейчас, подожди, сынок, я их отсюда только заберу. Так, мое почтение, друзья. Я изучил книгу заклинаний Салазара Слизерина. Приходи в крипту. Я кое-что нашел. Так, друзья мои. Меня интересует, как вам поставить сюда кормушку. Может быть, этим же макаром? Может быть, они появились? Да. А ну-ка, братцы, держите-ка, я вам прям в центре ее поставлю. Всем было удобно. О, балдеж. Загон для разведения я им прям здесь сделаю. Не шутя. Загон. Так, а ну-ка. Сейчас, секунду. Короче, они теперь все накормлены, все напоиты, да? Да, они, короче, потихонечку все подходят, и это. Значит так, что мы делаем? Фестралы. Переместить в инвентарь. Раз, Теперь два, все хорошо. 3. Сейчас здесь пока потусуйтесь. Теперь мы выходим на болотах. Видишь, они любят тусоваться. Фестралом мы сейчас... Ну, у них прям VIP-условия, я не знаю, будут. Давайте посмотрим, кстати, что... Ну, такое, да. Ну, давайте. Нет, 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 нет. Идеально. Братцы, ну у вас, я не знаю, тут просто VIP, тут все дела. Тут я не знаю, тут у вас вообще прям все в кайф. Все.
Я думаю, оставим их, да? Пусть чилит, ребята. Теперь вот только вопрос, а как они сами тут разберутся? Вообще тут просто... Тут один самец, две самки. Здесь просто, я не знаю, тут как сыр в масле катаются. Вообще все в шоколаде. Все, погнали. Не будем им здесь мешать. Подожди, используйте загон. Но мы использовали. Почему задание-то не прокает? Все, через полчаса приходи, получи потомство. Все, понял. Так. Ну-ка. Я о тебе позабочусь. Конечно, позабочусь. Куда ж ты денешься? Этих пацанов давай здесь выпустим. Пусть они здесь потусуются. Чего они с вами по одному виду. Пусть он здесь, он тусуется, у них кормушка есть, все, сидите, чильте. Это же кайф. Все, и жаб туда же выпустим, пусть они отдыхают. Я единственное не знаю, им надо отдельный, наверное, да, загон ставить? Для жаб. 100% отдельный загон. Да и... Так. Кормушка одна вообще на локацию. Понял. Ну и все, и... Сейчас, тормозим. Так. Не знаю, с жабами прокатит, да? Да? Все. Пожалуйста. Ля. Все работаем. Контент идет. Гениально. Так, есть. Значит, далее. Продолжаем, ищем задание. Идем основной квест. Поехали. Летим. А куда летим? Вручай комнату. Рецепт с характеристикой. 5 раз можно обновить. 5. На первый этаж мы приходим. Я им просто быстро ткну кормушку. И, в общем-то... Кормушка есть, и давайте здесь разведем. Давайте здесь разведем этих грифов этих наших, как они там называются. Не понял. А вы что тут забыли? Нас
Да не, я понял, что одного пола. В принципе, можно гнездо сделать. В чем проблема? Ну, давайте... Давайте флупера сделаем. Почему нет? Ну, кормушка есть, все есть. Я быстренько их тут начешем. В принципе, занимает секунду прям. Ну давай, идешь, так важно. Слушайте, ну это архивыгодно на самом деле. Это очень круто. Что мы можем настолько быстро все это фармить, это, ну... Все прям максимально чилят, кайфуют. Со всех все собрали. Ребята кайфуют. Яичко фармится, все фармится. В принципе, можно, раз уж, ну, упоролись. Давайте еще один загон для этих поставим, как его. Он есть не просит. Как они называются. Кормушка здесь есть, все есть. Эти... Давайте нюхлеров тоже. Че ж мы зря пару собирали. О. Я не понимаю, почему у нюхлеров у них все всегда с золотом. Они типа золото таскают к себе. Все, ладно. Пусть все отдыхают, чилят. Все. Не воруют, типа. Не знаю, в кого, только не понимаю. Все равно. Ничего не понятно. Но очень интересно. Так. Теперь нам нужно сделать порт. Но надо понять, где этот квест. Квест у нас, в принципе, недалеко от телепорта. Олег, мне не особо интересно, я не слежу за его жизнью. Ну, от слов совсем. Угу. Ну-ка, солнышко, пойдем-ка. Крылана! Вперед! Что ты орешь-то? Все. Спасибо, солнышко. От души. Крылана в порядке? Натя рассказала мне о ваших с ней приключениях. В порядке, в порядке. У Крыланы все хорошо, я за ней присматриваю. Она в порядке, Поппи, уверяю. Хорошо. Что бы там ни замышляли браконьеры, я не хочу втягивать в это Крыланну. Ты сказала, что у тебя есть новости о браконьерах, и что это как-то связано со мной. Да. Это основной квест. Я подслушала их разговор в трактире «Кабанья голова». Ты знаешь, что Виктор Руквуд приказал им найти и схватить тебя. Это связано с тем, что Руквуд и Харлоу хотели схватить тебя в 3 метлах после нападения тролля? В некоторой степени. Но сейчас меня больше беспокоит, что там замышляют браконьеры. Что ж, ладно. Но если я могу тебе чем-то помочь, обращайся. Я бы хотела отблагодарить тебя за сделанное для Крыланы. Название «Хвосторужий зал» тебе о чем-нибудь говорит? Боюсь, что нет. А в чем дело? Они держат его в строгом секрете. Это название дважды мелькнуло в разговорах, но они не вдавались в подробности. А еще я услышала, как они хвалятся, сколько золота заколачивают. На невинных существах, конечно же.
Браконьеры обсуждали это место, и я решила немного Бедные. осмотреться здесь. Может, Вот- мы поймем, чем они тут занимаются. Если когда-нибудь Да, мать, ну хорош... Конечно, ничего Не никому. Да все понятно. Пойдем им просто кабины снесем, да и все. Сюда. Я тоже против вот этого всего вот этого вот. Кстати, как оно вообще работает? А, надо именно в кого-то его давать, я понял. Впереди кентавр. Надо быть осторожнее. Им да. Нам нет. В вашем распоряжении целый замок, но вы решили заявиться именно сюда. Откуда звук, я не пойму, парнокопытные? Честно, нам не нужны неприятности. Мы просто шли мимо. Вы думаете, что мы идиоты? Думаете, мы не замечаем, что здесь околачивается все больше ваших, заодно с браконьерами? Мы Не не понял, имеем ты на к кого ним батон отношения. крошишь? Напротив, мы хотим их остановить. В ваших же интересах, чтобы это было правдой. Скоро мы больше не будем закрывать глаза на браконьеров и их мерзких пособников. Не доказано, сынок. Смотри на него, а. Договоришься, я тебе чучу на Да он мандрюшу. самовежливость. Могло быть и хуже. Кентавры недолюбливают волшебников, и браконьеры ситуацию не улучшают. Но с чего он взял, что мы как-то связаны с браконьерами? Действительно. Я видела, как браконьеры говорили с некоторыми жителями Хоксмида. Не знаю о чем. Может быть, поэтому кентавры так подозрительны. Я не понимаю, при чем здесь мы, браконьеры? Это я уже в 3-й раз вижу, чтобы Топируйка вела себя так агрессивно. Похоже, волшебные существа в последнее время ведут себя агрессивнее обычного. Я тоже это заметила. Словно поветрие какое-то. F медведю. Ой, этому, господи, оленю. Желаю агрессии. Нифига. Я даже причем спасти не мог. Это Ривелио, странно. ты о чем? Точно не знаю. Но давай осмотримся. Если браконьеры были здесь, возможно, нам удастся выяснить, зачем. Да ну в смысле, ну тут почему? Угли еще дымятся. Думаю, они недавно ушли. Шкуры. Бедные существа. Да. Почему они не забрали с собой клетки, когда уходили? Что непонятного много очень. Может, кто-то предупредил? Не думайте на эту тему, ребят. Это гоблинский металл. Откуда такая вещь взялась в лагере браконьеров? Надо рассказать Поппи. Что-то интересное? Ну, в целом, Здесь да. побывали браконьеры и оставили кучу следов. Но я обнаружил кое-что еще, сделанное гоблинами. Я нашла гоблинские доспехи. Давай продолжим поиски. Ну, всё Но понятно. надо быть осторожнее. Один Мерлин знает, что здесь творится. У меня дурное предчувствие. Мать, если честно... Как пересекаются интересы гоблинов и браконьеров? Смотри, вон там, внизу. Определенно браконьеры, но ни единого существа. Так что же они тут делают? Пойдем, Нужно солнышко, я тебе взглянуть покажу. поближе. Они нам не обрадуются. Дезиллюминационное заклинание? Или пойдем в открытую? Отсюда сложно сказать. Нужно Давай поздороваться! лучше изучим обстановку. Ай! Добрый вечер, дамы и господа! Пятница в эфире! Капитал Шоу. Поле, мать его, чудес. Я не понял, откуда в ночи там, откуда звук раздался? Что? Что? Как ты этот мост сломала? Ты что, я не пойму, гений или что? Это что вообще сейчас было?
Я первый раз за всю игру увидел, чтобы мосты ломались. Вообще первый раз. Не шутя. Это я вообще не ожидал такого. А где я? А, я здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. За грязь тут творится. Сейчас же, иначе я похлебну. Бомбард! Наслаждаешься видом? Ты угораешь или что, я не пойму. Бежать тебе не... У тебя ни единого шага. Шапка просто улетела. Святой мэр, можно подумать, они самого министра магии охраняли. Урон Что здесь просто происходит? и x2 сразу. Придется выяснить. Огромное спасибо за советы в комментариях к видосам. Абсолютно неадекватный бешеный урон стал. Вообще просто неадекватный. Я не Золотые перчатки. Фиолетовая маска. Чё, я не пойму. Кладезь, что ли? Погребок. Привет, Сабин. Во имя Мерлина. Это дракон? Драконы? Это же ринг для драконьих боев. Это хвосторожий зал. Теперь ясно, откуда такое название и вся эта секретность. Неудивительно, что браконьеры так часто бывают в Хогсмиде. Наверняка делают ставки и всем рассказывают об этом месте. Как им может нравиться такое? Кентавры имеют полное право презирать волшебников. Завтра, Здесь кстати, должны как быть и приручить другие дракона с утра драконы. уже выйдет на Браконьеры бусте. слишком жадные, чтобы устраивать бои всего с 2 драконами. Надо воспользоваться тем, что все поглощены боем, и осмотреться. Ну, осторожнее. Тебе в особенности нельзя попадаться на глаза. Почему? Подожди, а можно пояснительную бригаду? А почему нельзя попадаться на глаза? Я просто, ну... А по какой причине нельзя попадаться на глаза? Можно понять? Просто для себя чисто. Опыт, как говорится, он сам себя не это. Вести от семьи не было? Кто-нибудь из твоих братьев согласился с нашими взглядами? Они говорят, ты закончишь. Я не успокоен. Просто шапка вообще слетает. Если здесь можно будет полетать на драконе, ну, я тогда вообще не знаю. Это просто браво.
Слышал тех гоблинов? Получается, Ранрак и браконьеры заодно. Поппи, у тебя за спиной что-то происходит. Что там происходит? Наверное, ее только недавно поймали. Она упорно сопротивляется. Но силы не равны. Оковы не дадут ей отбиться. Давай уравняем шансы. Сейчас я уравняю шансы. Ривелио. У них драконье яйцо. Кажется, гибридского черного. Нельзя оставлять его здесь. Ничего хорошего его здесь не ждет. Если получится залутать дракона, ну я не знаю тогда, но это просто... Можно еще медленнее идти, ну ребят, ну алло. Аллахамора. Так, яйцо у меня. Начнем. На нашей стороне фактор Ривелио. неожиданности, но это даст нам всего несколько секунд. Так не будем же тратить их впустую. Фактор неожиданности. Осторожнее! Ранрак не обрадуется, если дракон пострадает. Это ты, Ройланд? Естественно, он. Не надо, хвост! Ты! Это же тебя мы повсюду ищем! Еще И только ты видел, как срут киты. Ой, как бомбарда сейчас улетел просто в космос. Просто парень просто в космосе. Драконов, да? Не нужно было тебе сюда приходить. Пошло, добро, вообще просто идет, фиксирую. Кому придет в голову? Инцендио. Конфринго. Бомбарда. Сюда. Просто пол хп. Шапка просто улетела у парня. Вообще я с тобой разговариваю. У нас нет времени. Нужно освободить ее, пока другие не набежали. Да пусть бегут, я что, против, что ли? Проходим, ребят, Регуру, да, на максимальном уровне сложности. Сейчас узнаем. Так что... Оу. Пан.
А где я? Не шутя. Пресвятая Гадза. Братик, это I am your friend. Давай, родной. Пошел. Прибило. Давай сюда. Мне кажется, дракон этого точно не забудет, наверное. Блин, забыл, как у этого «Властелине колец», как их называли драконов-то? Драконов, а Это же виверн. был черный гибридец. Тогда, наверное, мы нашли именно его яйцо. А он об этом знает? Думаю, она не знала, что ее яйцо у них. Она бы его не бросила. И что будем делать? Назгул, да. Она ведь визитную карточку не оставляла. Не знаю. Сегодня столько непредвиденного, что гоблины, что ринг. Драконьи яйца точно не входили в мои планы. К тому же браконьеры нас видели, и это плохо. Глеб, 7000 задонатил. Извини, брат, я пропустил. Спасибо за такую напругу. Стрим по доте будет. Я не знаю, можно поугарать на ВК Play. Сегодня все равно после этого стрима пойдем на ВК Play, посмотрим какой-нибудь мультик очень крутой. Ну, что-нибудь такое. Можно? Я не против. Если какой-нибудь челлендж еще будет, я вообще только за. Я люблю всякие такие движники. Так здесь Спасибо, торчать. родной, за Давай такие лучше найдем поддержку безопасное вообще место, лютая. а там решим, что делать дальше. Извини, Верно. пропустил. Если браконьеры и умеют что-то делать, так это выслеживать добычу. А на данный момент это мы. За лайк тоже Будь огромное осторожен, спасибо, ребят. ладно? Увидимся в замке. Увидимся в замке. Мне сейчас больше интересно другое. Как нам скорешиться с драконом, потому что он что-то какой-то вообще неадекватный просто. Что по урону, что по всему остальному. И опять с Себастьяном, да? Квест. Мы лупим прям чисто по этой теме. То есть... Там пока время идет, все идет. Да. Туда. Все к Себастьяну. Все только туда. Это для меня самое-самое, вот пока вот самое основное. Это продавить, пропушить и заставить, чтобы он нам как-то... Как можно больше он нам рассказал про вот эти вот заклинания. Потому что там сейчас я на максимальном уровне сложности снес пол шапки палачу сразу. То есть с одного прокаста у него осталось пол хп. До этого я ему сносил 1/5. Заклинание трансформации. Как только завершите необходимые задания, которые, несомненно, будут полезны для работы над руководством для волшебников, приходите ко мне в кабинет. Поработав над заклинанием, мы обсудим вашу успеваемость в семестре. Сейчас посмотрим. Так. Может, он Ни что-то за еще что не узнал? поверишь, что я узнал. Что оказалось в книге заклинаний, которую мы нашли в скриптории? Еще скилл. Читать Ну, книгу заклинаний ну. Салазара Слизерина было сложновато, но она очень увлекательная. так. Очевидно, он выступал за преподавание в Хогвартсе темной магии. В те времена заклятие Империус и даже убивающее заклятие не считались непростительными. Он считал, что ученики должны быть готовы использовать темную магию при необходимости и не бояться ее. Вот почему нам пришлось использовать Круцио, чтобы попасть в скрипторий. Он не хотел делиться знаниями с теми, кто боится силы темной магии. А ведь заметьте, идейный он был. Он не просто так, у него была четкая идея, то есть почему он не делится этим. И очень круто, такой идейный чувак. Пусть, да, со своей какой-то идеей, правильной и неправильной, но она у него была. Мы сделали то, что должно. Круцио было единственным выходом. А я рад, что мы это сделали. Дело в том, что я обнаружил в книге заклинаний Там упоминается некая утраченная реликвия, которая, как я понял, наделяет владельца силой снимать темные проклятия. И ты полагаешь, что эта реликвия может исцелить Анну? Именно. Ну, Я логично. собираюсь найти ее. Но думаю, не стоит никому говорить об этом. Особенно Оминису. Омини сразу Он не сольется. Угу. Андрюх, здорово, спасибо.
Ай, ну как, ну он не пойдет, но он сейчас весь заноет, он весь обноется. Нет, я никому не скажу. Не вижу причин Никому. посвящать в это Омениса. Хорошо, что ты со мной Когда узнаю больше, отправлю тебе сову. Давай. И не переживай за Омениса. Пока что нам лучше хранить Ну, он это в сейчас секрете. начнет... Для его же блага. Я сам буду решать, что для моего блага. Оминис, мы как раз собирались немного прогуляться. Присоединишься? Ты врешь, Себастьян! Я все слышал! Ты же поклялся никогда больше не связываться с темной магией! Вовсе нет. Я сказал, что понимаю, почему ты этого хочешь, но я не клялся, что откажусь от поисков лекарства для Анны. Ты не умеешь остановиться! Зато я знаю, когда не нужно останавливаться. Забудь об этом, Оминис. Я пошел. Не, ну он тоже начинает душнить там жестко. Я это так не оставлю. Ну, понятно, начинается. Оминис, Себастьян не хотел ничего Я дурного. все слышал. Вы знали, что я на это не пойду. Искать эту реликвию Истеричка. скверная затея. Себастьян не понимает, что Ну не он пойдешь и не уступает пойди, ну я пойду с безрассудством и ним. безответственностью Ну что, своим ну родителям. посиди, Они хорошо, да, погибли молодец, да, именно да. из-за этого. Да, все верно. Но это его выбор. Он хочет сестре помочь. Что ты такой, неумный-то? Бедные Анна и Себастьян. Поэтому мне не понять безрассудство Себастьяна. Я уже практически потерял Анну. Я не могу потерять и Себастьяна. Прошу тебя, держись подальше от всего, что связано с этой книгой заклинаний. Книги содержались Ничего не знаю. многообещающие отсылки. Я здесь Все, за что Себастьяна. связано с Салазаром Слизерином, кажется многообещающим, а потом оказывается, что уже поздно. Надеюсь, Себастьян на этом угомонится. Впрочем, если он продолжит поиски, дай мне знать. Ничего у тебя не получится. Я буду благодарен. Да, давай сейчас. Вы давайте меня вот вот в эти ваши интрижки меня не вплетайте. Я вообще-то волшебник, да. А не вот это вот все ваше. Начинается тут. Давайте это, давайте то, а может быть, а не может. Да давай заберем вот эту страницу. Что, если пока основного квеста нет? Где все желтые квесты, я не пойму. Куда они все подевались? Не-не, ну начинается. Нет ты, нет он, нет я, да это лучше, нет это хуже. Нет это... Ну что ж такое, а? Лех, ты не прав. Нет, ты не прав. Аргумент? Аргумент. Ну, это... Как-то, ну, что это такое? Что это такое? Я считаю вот так. Я вот так считаю правильно. У каждого здесь своя правда. Вот он считает вот так, а этот считает вот так. Я не буду тут как этим передатчиком. Нет, он прав, нет, ты, нет, он. Сейчас прохождение покажет, кто прав, а кто не прав. Самое главное, я говорю, не пишите спойлеры, ребят. Берегите аккаунт. Поотлетайте. Не надо, не портите прохождение. Я ж первый раз прохожу. А, это ты! Именно ты-то мне и нужен. Ничего подобного. Нашли тоже, кому сопли вечно вам подтирать. Занимайтесь сами своими делами. У меня вот. Я стану великим волшебником. Потому что я умный, я могу. Ревелио. Дзынь. Нету дзынь. Угу. Глебас, спасибо огромное. Ё-моё. Ну. А как так вышло, что я здесь это просмотрел? Я же открывал мост. Значит, это и... Так, секунда. Секунда. С троллем. Да, красивая анимация, даже лифт красивая. Ревелио. Дзынь. Это же серая дама.
Я бы поздоровался, но она, по-моему, не очень общительная. Совсем не общительная. Вот это сейчас вообще внезапно. Нам бы сходить, на самом деле, шмотки распаковать. Ну, дам. Ревелио. Заберите страницу для руководства. Даже так. Не зря мы сюда сходили в любом случае. Так это плюс 500. Ревелио. Абсолютно на ровном месте, между прочим. Подождите, а если вот так вот переместиться, оно не побыстрее ли будет? По-моему, вот так побыстрее. По спиду утра ни в коем случае. Мы ищем... У нас осталось, по-моему, штуки 3-4 этих деми-маски найти. Вот этих вот. Ну. И мы третьи замки будем открывать. Колодзей. Смотрю, Хогвартс с запоем. Лучший. А если есть автоматическая кормушка... Если ты автоматически чесал... Вот нету такой чесалки. Вот если была чесалка еще автоматическая, я, по крайней мере, пока ее не нашел. Если бы мы нашли чесалку, тогда бы мы просто заходили бы и собирали с них ресурсы. Но такого я пока что не вижу. И, если честно, это грустно. Могли бы как-нибудь, да, там, за большую плату или что-то как-то вот придумать. Мне кажется, это можно было бы. Знаешь, типа дорогое удовольствие. Может быть, оно и есть. Та книга, которую просила найти профессор. Ищешь книгу «Трансфигурация. Средний уровень»? Да. Профессор Может быть, Уизли попозже попросила будет. меня посмотреть кое-что в Спасибо, этой Колодзей. книге. Можно ее взять? Вот значит как. Я дам тебе эту книгу, если ты ответишь на несколько вопросов моей викторины. Викторины? Некоторые считают, что интересные факты не важны, но, на мой взгляд, Смотри, неважных Бузова. знаний не бывает. Поэтому я составила небольшую викторину о мире волшебников, чтобы было веселее. Это очень занимательно. Очень. Другие ученики постоянно отказываются, сколько бы я ни просила. Все твердят, что им хватает домашних заданий. Они попросту не ценят знания. Давай просто ПВП и все. А вот тебе наверняка интересно. Пожалуй, я начну с вопросов полегче. Если это единственный способ получить нужную мне книгу, то так и быть. Прекрасно. Всего несколько вопросов, и я отдам тебе эту книгу. Начнем. Какое волшебное существо участвовало в квиддиче до изобретения золотого снитча? Что, издеваешься, что ли? Бестолковый, ты какую-то книгу прочитала, решила меня... Золотой сниджет. Не знаю, на шару. Использовать сниджета в квиддиче придумал Барберус Браги в 1269 Вот так вот году. просто. Но, увы, Легчайше. теперь эти птички считаются вымершими. Следующий вопрос. Какое зелье также часто называют жидкой удачей? А мой, это для задротов Гарри Поттера? Жидкой удачей. Так здесь все знают. Феликс Фелицис. Отлично. Поскольку Феликс Фелицис на ограниченное время дает тому, кто его выпьет, невероятную удачу, Спасибо, это чат. зелье запрещено на всех соревнованиях. Какие волшебные артефакты упоминаются в сказке о трех братьях? Дары смерти. Я знал. Верно. Барт Бидер писал, что дары смерти включают в себя бузинную палочку, да. воскрешающий камень и Абсолютно верно. мантию-невидимку. Полностью с тобой Какой согласен. мяч в квиддиче самый большой?
Третий. Смотри, опа! Квофл. Правильно. Это я Когда знал. охотник забрасывает квофл в одно из 3 колец, его команде присуждается 10 очков. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Да. Верно. На самом деле, это неверно. Неверно! Оборотное зелье может изменить возраст или расу, Вот но зараза, его а! нельзя использовать для превращений в другие биологические виды. Ну ладно. По-моему, я задала немало вопросов. Уже немало, Я уже верну всё тебя на уже. пьедестал. Если захочешь снова проверить свои Не познания, хочу! у меня в Отстань запасе, от меня, пощады отстань! от меня точно. Да, посложнее. Не сейчас, отстань. Не сейчас. Викторину свою. Я как на поле чудес попал. Где моя шкатулка? Поставила книгу обратно на Да, пьедестал. очень интересно, Веню спасибо. легко справиться с этим. Хочешь проверить свои Не знания? хочу! Не хочу! Это что за... Не сейчас. Хоть безысходность. Не приду я к тебе, рыжий, не приду. Смотри, а. Что ж, задания профессора Уизли выполнены. Пора идти на трансфигурацию. Душит ты, душит, душит ты. Что ты за человек за такой, а? Крутите барабан. С Леней Кубович тут начнет пенить. Это было интересно, очень. Очень интересно, но больше к ней не пойду. Во рассказывает, а? Чешет и чешет, чешет и чешет. А вот мы, а вот они, вот, да. Спасибо, чат. Я, конечно, знал. Отвечает Александр Друзь. Внимание на табло. Чье очко в черном ящике? Мама хочет со мной поговорить. Боюсь, она узнала о том, чем мы занимаемся. Надеюсь, при тебе она будет не слишком сурова. Давай встретимся в 3 метлах. Теперь там должно быть безопасно, раз уж мы спасли дракона из хвосторожьего зала. Красота. Не шутя. Садитесь. Мать что-то знает. Садитесь. Трансфигурация, как вы уже устали от меня слышать, это точная наука, изучение которой занимает годы. Но не спешите отчаиваться. Трансфигурировать можно практически все. Нужно лишь разглядеть скрытый в предмете потенциал. Что с как собой я вижу сделала? его в вас, в юных ведьмах и волшебниках. Отставить кошмарить сов. Если, конечно, зрение меня не подводит. Да, Итак, очень вы поможет. знаете, С что драконом раз делать. на раз вышел. Говоришь, смотрите, бабочка. И сдуло просто. В совок потом собрали. Говоришь, да-да. Что вы видите на этом рисунке? Бабочку. Птицу вернее. Зараза. О, полетели. Великолепно. Осуждаю. Урок окончен. И помните, расслабляться нет времени. Вы не заметите, как быстро пролетит время. Вы хотели обсудить мою успеваемость в этом семестре, профессор? Да, похоже, наверстать программу вам Моль будет летает, видел? несложно. И у вас даже есть шансы закончить год с отличием. Благодарю вас, профессор. Дополнительные задачи были очень кстати. Так и было задумано. Что ж, похоже, вы неплохо используете возможности вашего руководства для волшебников. Руководство, разумеется, не одно мерило успеха. Я слышала, что вам удалось вырастить ядовитую тентаку. Да. Вырастить такое волшебное растение – это достижение, которым можно гордиться. Спасибо, профессор. Должна сказать, что ваши результаты меня весьма Да я вообще классный. впечатлили. В особенности в свете слухов о вашей, так сказать, внеклассной работе.
Признайтесь, ваш визит на кухню, а позже на Хоксмитское кладбище вместе с Ником, чтобы выведать некие сведения у призрака, как-то связан с профессором Фигом? Нет. Нет. Вовсе нет. Просто я очень люблю привидений и... А привидения еду. любят меня. А еще хотелось побольше разузнать о самом замке и его окрестностях. Что ж, я восхищаюсь вашей тягой к знаниям. Я тебе ничего не Однако скажу. помните, что именно уроки и руководство Под лампочкой. помогают вам получить достойное Глаза образование. смотри. Учебный год пролетит незаметно. А Чё это ты копался? значит, Ну, сходила что вам на надо кладбище хорошо ночью, и что? подготовиться к СОВ. Я проведу итоговую оценку. Хочу убедиться, что вы готовы к экзаменам. Не надо. Могу сказать, что вы молодец. Можете идти. Если хотите потренировать Не новые хочу. заклинания, Не попробуйте хочу. на манекене. Ничего не хочу. Ничего я не хочу. Все 3 боевые растения одновременно испытайте их в деле. Чё? Можно одновременно испытать их в деле. Со времени нашего визита в Фелдкрафт я кое-что понял о триптихе. Приходи на обзорную площадку к северу от запретного леса, и я все объясню. Себастьян, мой дорогой, мое почтение. Квест же появился, да, я надеюсь? Мой план со шлемом провалился. Провалился, кто бы мог подумать. Золотое задание, поехали. Еще одна идея. Есть, да, идея. У меня уже была идея. У меня чуть тогда с лица земли не стерли. Мне очень понравилось. Было очень интересно, занимательно очень. Но нет. Привет, Лех, как здоровье? Получше немножко, но сейчас пока ингаляции делаю, всякие эти... Завтра на КТ опять ехать. Не КТ, а какой-то там снимок. Короче, целые... Не хочу вас просто грузить чем-то. В общем, все нормально. Все нормально. Жив-здоров. Соплюхи, правда, рекой текут. Ну, ничего. Поправлюсь. Решил прям пролечиться как следует. Не болейте только, да. Болеть очень плохо. Лайк поставили, в кроватку легли, чаечек. Главное, пейте побольше. Поставь виски. Куда ты взялся? Ты что за пивом пошел? Пейте больше, я говорю, водички, чаечек. Куда ты? Схватился. А то мне жены ваши пишут. Леха сказал, что можно. Писала одна, говорит, меня закодировался. Ты ему посоветовал, говорит, раскодировался. Пьет, лежит. Слова-то правильно понимаете. Анне все хуже. Если есть хоть малейшая вероятность, что реликвия из книги заклинаний Слизерина поможет ей, я обязан ее найти. И прошу. Я пришел, как только смог. Меня так увлекли скрипторий и книга Слизерина, что я едва не забыл, что меня смутило в том триптихе. Это место, изображенное на оставшемся там холсте. Поразительно. Ты хорошо знаешь эту местность. А еще в ожидании тебя я разведал окрестности и обнаружил поблизости заброшенную шахту. Вокруг нее было Как полно у коммунальщиков, да, сторонников внезапно зима Думаешь, это наступила. как-то связано с триптихом? Не знаю. Может быть, они его исследуют? Они ведь рыскали по замку Руквудов и поместью Исидоры. Как мы поступим? Заяц упал. Нападем на них, конечно. Нужно узнать, чем они там заняты. Давай нападем на них. Чем меньше врагов, Во, тем лучше. Хорошо. У меня остался тот рунический символ, который мы Впадло. нашли на триптихе. Это что-то Если там. все это как-то связано, то мы его еще увидим. Начнется там это. После вас. Давай нападем просто и все. Просто нападем и все. Они впереди. Правда? Давай, веди. Веду, солнышко, веду. Никто не должен войти в Ой, эту сейчас красиво шахту, будет. если кто полезет. А, хорошо. Ой, там всех. И бомбардочку туда. Ой-ой-ой-ой-ой, солнышко.
Ой-ой-ой. Солнышко, а чё по урону? Ой-ой-ой. Я пожелаю бомбарда сюда. Домой. А кто это у нас тут такой? Не понял я. А-та-та. Парень просто ушел. Понял. Там у них вообще у всех. От кого там они отскакивают? На, отскочи. Все хорошо у всех. Все угомонились. Такие они молодцы. Душноватые, хорошие. Мне одному показалось, что вот здесь растет. Сюда, папе. Стой. Стой. Ой-ой-ой, еще +3. Хилки, ингредиенты для хилок. Пока все неплохо. Пока все просто... Согласен. Можем либо прорваться с боем, либо постараться остаться незамеченными. Да прекрати ты там... Естественно. Иди сюда. Какая приятная встреча. Чего? Приятная, брат. Я тут один скилл выучил. Тебе понравится. Ой, больно. А где я? Кого одолеть-то? О ком речь идет? Ты за это заплатишь. Я не успокоюсь. Ого! Неплохо, молодцы. Да лаги просто... Веселье — понятие относительное. Верно. Быстро кончилось веселье. Было относительно весело. Не знаю, мне всегда весело. Я их когда вижу, мне максимальное веселье. Не понял. Ну-ка. О, обезоруживание. А, тут прям вообще все по тяжелому будет. Слушайте, а как бы здесь босса не было, я что думаю-то, мне хватит вообще хилок? Должен предупредить. Ходят слухи, что эту шахту когда-то закрыли из-за нашествия пауков. Прелесть какая. Ничего, меня таким не удивишь. That's the spirit. Чего? Что-то там липанул. Я бы, наверное, ребятки, слетал. Если там сейчас будет какой-нибудь... Вот как оно даже. Давай пойдем, ладно, 13 штук. В принципе, у нас отхил есть по этим, по проклятым. Давай попробуем. Давай ворвемся, да. Давай попробуем. Но будет тяжеловато сейчас. Такое напряженное будет. Спасибо, братцы. Кстати, хорошего вам всем настроения. Кто не подписан на канал, обязательно проверьте подписку. Стримы у нас каждый день. Ну, практически каждый день. Все оповещения в Heart Inside в телеге. Так что присоединяйтесь. Что ж, мы здесь. И будь что будет. Я лишь выполнял приказы. Давай маленько ускоримся просто. Навалить все на меня. Я здесь ни при чем. Просто кританем по ним двоим. Эта шахта смахивает на могилу. Ее закрыли после того, как тут пострадали люди. И теперь я понимаю, от чего. Я больше хочу сказать, даже... Конфринго!
Перчатки зеленые. Шляпа. Я теперь очень... Понял. Я Указан не вижу какой-то гоблинов проход. в этой паутине. Они настолько омерзительны, что даже пауки не хотят ими питаться. Так, ну-ка, пацаны, рассосались тут. О! Добрый вечер. Ой-ой-ой. Грязюка пошла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кому ты, брат, не отомстишь? Ничего у тебя не получится. Ничего ты не сделаешь. Слишком много. Тут Здесь рядом определенно выпал. есть что-то, что им нужно. Ревелио. Что-то, что им нужно. Мне здесь, если честно, больше вот то, что мне нужно. Здесь может быть очень-очень-очень много всего очень вкусного и интересного. В идеале отсюда вытащить голду. Слишком высоко. Что будем делать? Голду, если вытащим, это будет вообще прям заргут. Стоп. Да, основной квест. Да давай ты, ладно. Да, идет основной квест. А вот сюда ничего не идет. Ну-ка, рассосались все. Кто-то не дошел. Кто-то здесь явно не дошел немного. Неудивительно, что у людей мурашки по коже от пауков. Или ядовитых клыков. У пауков множество достоинств. Да, расскажешь мне. Я тут одного встретил, давич. Еле его вывез. Жесткий был парень. Очень жесткий. Сногсшибательно. Надо было наколдовать Я прям чувствую, сейчас здесь что-то будет. Сейчас здесь что-то будет. Я вам прям вот... Инсендио! Ну, давай что-нибудь, прокни, вкусно это, мой хороший. Репаро. Что-нибудь поинтереснее это такое, давай. Привет. А чем ты меня, подожди, удивить-то захотел? Остолбеней! Там урон, там, ну, он... Чем больше, в принципе, для меня врагов, чем вот их везде больше, тем, в принципе, для меня лучше. Потому что вот эти все враги, они мне стакают все вот эти вот вкусности. Честно, мне сейчас другое интересно, как я назад вернусь. Все намного проще. Они стакают мне вот эти вкусности, и понимаешь, как бы, ну... В принципе, так-то я и не против. Я жду легендарки. Потому что мы поняли, что в легендарке топовые скиллы вставляются. 3-го уровня. Это уже, ну, это понятно было. Ну и чат тоже, в принципе, меня поддержал в этом вопросе. Надо обращать внимание на Легу. Профессор Геккет гордилась Что творится? нами. Да, профессор. Ну-ка, щупальца свои. Тентакли уберите-ка.
Криповое место, если честно. Ну-ка, берите-ка. Друзья мои. О, тут все серьезно. Ларчик-то не плохо. Вот оно! Золотая маска для лица, будьте любезны. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот это уже посерьезнее история. Что там эти опять шалопаи? Ну что ты начинаешь? Вообще без вариантов. У них там весело будет. Там прям арена. Вот если туда кинуть, если туда кинуть проклятие, что придется временно переключиться с рун на другое. Если туда кинуть проклятие в эту пачку, это будет... предстоит еще один бой. Это будет вообще... Им будет габела. И вот прям вот туда, вот туда, вот... Ой, как хорошо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! И раз, и два... Ой, что ты делаешь? Ой, какая грязь, а! Ой-ой-ой. Дай-ка мне сюда тебя. Неприятно. Как-то неразумно возвращаться тем же путем. Мы еще не закончили. Вашу мать, да что ж такое, а? Нате, пацаны, развлекайтесь. Вы тут прям решили, да, упороться? Все по урону. Куда такой? Куда ты так жестко? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й. Какие там оплевухи летят. Просто забей. Где там этот любитель пострелять? Где он? Иди сюда. Неплохо мы тут прибрались. А ты ничего. Ну, для слизеринца. Напрасно ты думаешь, что отвага черта исключительно гриффиндорская. Слабоумие и отвага. Перчи. Перчи. Опа. Давай тут осмотримся. Надо тут сначала порядок навести, а то... Там рунический символ. Прямо над входом в пещеру. Сторонники Ранрака не догадались его поискать. Третий, да, где-то? Ага. Неожиданно. Угу. Но вот это здесь явно не просто так. Ты угораешь, что ли? Спасибо. Ага. Я же надеюсь, здесь не просто так. Понял.
Когда я очнулся, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания, помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли. Но я еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. А потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины, нет. Но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Что у тебя там? Запись из дневника Исидоры. Забавные Надеюсь, ребята. она поможет нам приоткрыть завесу этой тайны. Ага. Конфриндо! Ну-ка, дайте-ка. Бомбата! Депульсо! Себастьян, кажется, мне удалось что-то найти. Кусочек холста. Отлично. Наши усилия все же не напрасны. И все-таки какое-то это странное место. Это мягко говоря. Триптих привел нас сюда, чтобы мы нашли эту часть холста. Значит, Исидора Морганок тоже была здесь. Она, кажется, Спасибо, Егор. повсюду успела побывать. Но если у нее уже были крипта и подвал особняка в Фелдкрафте, Иринак. зачем ей еще и это место? И зачем прятать его за таинственными руническими Глеб увидел. символами? Древней магией, которую видишь лишь ты. Исидора и Персиваль Рекхэм, еще один из хранителей, Глеб, тоже посмотрим. могли Давай, видеть давай-ка следы древней посмотрим. магии. Рекхэм? Мне не доводилось Спасибо. слышать эту фамилию. Я видела его воспоминания. Они с Исидорой не сходились во взглядах касательно применения этой магии. Что-то все очень сложно. Давай вернем холст на триптих. Может быть, логично, там мы да. сможем найти ответы. Сейчас здесь вряд ли они что-то найдут. Должен признать, это место очень странное. Ревелли! Но почему-то завораживает. А теперь пора возвращаться в Хогвартс. С превеликой радостью, Разве но... что мы сможем найти другой Это вообще, оказывается, проход, господи, в крипту. Точнее. Так, но у нас максимальный пуш идет по Себастьяну. То есть у нас прям мы его пушим. И причем основные квесты с ним всегда как-то пересекаются. То есть... Момент истины. Должен подойти. Где он? Пожалуйста, скажи, что ты узнаешь место, изображенное на этом кусочке. Хорошая новость в том, что да, узнаю. Плюс холст. А плохая новость? У нас опять неприятности. Что опять? Я знаю это побережье. Ранрак захватил огромную шахту и окрестности. Из-за этого досталось и Марунвиму. Дела там так же плохи, как и в Фелдкрафте. Значит, отправляемся туда? Нужно подождать. Почему это? Все это время мы на шаг отстаем от Ранрака. Возможно, я знаю, кто может нам помочь его обойти. Я тоже знаю. Кое-кто, кто лично знает Ранрака. Меня попросили не упоминать его имя. Был уговор. Гоблин? Скажи, что я неправильно понял. Ты же знаешь, что именно гоблины наложили проклятие на мою сестру, чтобы заставить ее замолчать. Сказали, что ее должно быть видно, но не слышно. Я знаю, но не все гоблины... Не все гоблины какие? Ты забыл, что стало с Фелдкрафтом? Забыл, что творится в шахте, по которой мы только что прошли? Нет, Себастьян, я не забыл. Ты меня не слушаешь. Почему я должен слушать такого дурака? Не понял. Ты сам не знаешь, что говоришь. Остановись и подумай минутку. О, я отлично понимаю. Поверить не могу. Вы как хотите, я погнал. Надо заряжаться. Надо заряжаться, потому что я так думаю, что сейчас мы можем дойти до того, что в золотых шмотках прокасты будут такие, ну, что, в принципе, повторно даже мы можем стать просто прям, не знаю, ультрасильными.
это очень-очень-очень жестко. Меня интересует маска. Там какая-то была маска выбита. 77. Есть вообще 78. Но в 77-ю мы сможем вставить 3-й камень. Вот в эту маску, в Лего, мы можем запихнуть очень жесткий камень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, Селлер. Неинтересно спойлеры, извини, не буду читать. Без обид, брат. Все в комментарии к видосам. Я уже говорил на эту тему. Ага. Блин, у меня фулл голда получается. Надо с голды вообще не слезать. Я пришел к этому выводу. Может быть, поздновато, но пришел. А ну-ка. Давайте кое-что поменяем. Так, во-первых, прежде чем что-то менять, мне нужны ингредиенты. Погнали. Сейчас мы эти ингредиенты соберем. Так, пацаны кайфуют. А что, поесть нет? Че, угораете, парни? А вы есть разучились, что ли? Сейчас нам вот это все пригодится. Так. Сейчас мы еще в наш инкубатор сходим. Вообще все будет чики-бомбони. Проверяем. Отлично. Ревелио. Сундуки здесь потом будем собирать. Так. Вот самое интересное вот здесь. Что, друзья, мы реально получили потомство. И это реально так работает. Он маленький. Ползает. Ребят, ну вы красавчики, что я вам могу сказать. Мое почтение. Надо сказать Дику о новорожденном Фестрале. Вы не то чтобы красавчики, вы прям... Даже не знаю. Прям топ-топ. Так, надо по лягушечкам немножечко пройтись. Где они есть? Ревелио. Ревелио. Ревелио.
Обалдеть. Ага. Один сундук вижу. Что в этих сундуках? Да ладно. Ревелио. Ерунда. Ничего такого интересного я не увидел. Так, все, здесь время уже тратим. Сейчас мы с вами... Где еще стримишь? На ВК Play или на Твиче? Телегу сейчас проспамит. В тележку можно, ребят, зайти. И в телеграм-канале все-все-все ссылки о начале стримов я кидаю. Всегда стримлю вечерочком, так что приходите. И всем буду очень рад. Так, братцы, а почему вы не кушаете у меня здесь? Почему вы у меня... Да елки-палки. Сейчас мне все вот эти ресурсы, все здесь понадобится. О! Все сразу хавать побежали. Фига тут очередь, как за колбасой. Парни, давайте это все дружно хаваем и все веселимся. Радуемся жизни. Что тут, бедолаги, не можете никак и еду поделить, что ли? Давайте, все дружно. Стоп. А почему я не могу сюда выпустить вот эту подругу и просто отсюда забрать одного? Ну-ка, давай попробуем. Не бойся. Я не причиню тебе зла. А из них здесь сделать потомство? По-моему, очень хорошая идея. По-моему, отличная идея. Угу. А во втором мы... ну все, здесь уже битком. Здесь уже я ничего не сделаю. Здесь прям максимальное количество. Ну и ништяк. Чё, в принципе, можно, в принципе, тут два пацана. Тише, тише. Можно вот так вот сделать. Я не сделаю тебе больно. Можно здесь, в принципе, и фестралы сделать. Почему нет? Фашки-то надо забрать. Все, со всех забрали. Ну-ка, дружок. Так. Всё. А вот теперь
Мы же не просто так их содержим, верно? А вот теперь все, что золотое, мы идем вот сюда. Мех жмыра. Ай. Ну, естественно. Кто такой жмыр? Все оказалось не так просто. Вот это вообще просто лютая подстава. Это прям потеря потерь. Это все очень здорово, но без него вообще мы сейчас встанем прям... Где водится этот жмыр? Давайте искать. Это где-то, скорее всего, в неизученных локах. Я сразу туда вылетаю. Надо срочно их найти. Больше я их не видел нигде. Нужно их найти. Котов этих. Ну, я тоже думаю, что где-нибудь там. Рядом с Хогвартсом я их, по-моему, выпустил. Его не найти, его... Молдрон не было вроде. Какая Молдерон, приятная вот вижу. встреча, мой юный друг. Слушай, ну сейчас здесь надо предлагать. Просто там посмотрим. Почему бы и нет. Когда голосовать там будем в платформе? Можно. Почему здесь столько много? Ну-ка, дайте-ка. Почему у нас вообще карта не открыта? Причем делается это в 2 секунды. Эта карта открывается. Для того, чтобы просто нам и быстро перемещаться. И... Не, ну 3-й левел, ты представляешь, из-за какой-то одной кошки, я так понимаю, да? Или это кот, или кошка. Даже так. Вот это я сейчас вообще не понял. Не представляете, какое восхитительное грибное рагу готовила моя мама. Грибы были с качан капусты. А как же их найти, где проход? Нам вообще, по идее, нужно найти, где эти кошки, ребят. Может, кто-то знает? Я, к сожалению, даже... Их просто здесь нет. Я думаю, что где-то вот здесь вот. Все, значит, ничего страшного. Мы просто портаемся в эту комнату. Пляшем просто от того, что есть, и все. Ничего страшного. Это все... Сейчас долго очень будем залипать, втыкать. Ничего вообще. Ничего не произойдет. Абсолютно ничего. Скорость заполнения индикатора. Да. Урон наносимый... Уже есть 2-й левел этого урона, если что. Это первое. А второе можно сделать... сразу 3-й. Ну, значит, мы просто сейчас все сделаем во 2-й. С 1-м больше вообще не связываюсь с левелом. Все просто в древнюю магию прокидываем. И все. И вообще даже не буду заморачиваться, честно говоря.
И при этом я бы... Это топ. Угу. Угу. Все, прям вот с чем есть, и все, и погнали. Мы очень сильные, ребят, правда, у нас урон вообще просто... 21 левел, кстати, уже заклинание. Опа, сюда. Почти сюда. Я полностью, ребят, все равно игру не прохожу. Мы с вами и так очень-очень обширно ее прям проходим. Подожди, не понял, а где? А где он? Кто-нибудь видит? Это 100% где-то в Хогвартсе. Вот он. Наверное, сюда. Где-то очень близко. Есть место, где стоят, здорово. Это спойлеры в комментарии. Пиши, мой хороший. Всем будет интереснее так. Вот так, побежали. Побежали. Наша, кстати, знакомая локация. Коридорчик. Попробуй ради шут. Угу. Здравствуй. Здорово. Привет, Амит. Скажи, это ведь ты говорил, что знаешь Гобледук? Говорил? Да, знаю. Я знаю, Гобледук. Твой вопрос как-то связан с тем гоблином в Хоксмеде? Связан. Его зовут Лодгак. Это 21 левел. Нам левел, нужна да? твоя помощь в одном деле. Мы договорились встретиться возле гоблинской шахты. Так ты поможешь нам? С удовольствием! Как интересно! А это, ну, может быть опасно. По-моему, он хочет что-то показать, но нужно знать Гобледук. Он дружит с Сироной, если тебя это успокоит. Очень хорошо, рад это слышать. Раз уж Сирона ему доверяет, то и мне бояться нечего. Погнали. Лодгак уже Кстати, вот, ждет наверное, нас. как раз Пойдем? шахта это. Конечно! Хотя не факт. Только проверю-ка я произношение парочки ключевых слов. Встретимся на месте. Погнали. Погнали. Карта мира. Так оно и есть, да. Так оно и оказалось. Угу. Метлы наиболее эффективны вблизи Земли. Торговец метлами в Хоксмеде утверждает что-то там. Есть ли инфа по поводу фильма сегодня? Конечно, есть. В телеграм-канале Hard Insight. Все будет. Не переживай. Подписаться очень просто. И не спрашивать постоянно у кого-то в чате. Я, кстати, замечал несколько раз то, что есть ребята, которые заходят в чат, постоянно спрашивают. Причем мне всегда, правда, искренне было интересно. Типа, в чем проблема? Просто на телегу подписаться и все знать. Хотя, с другой стороны, может быть так проще постоянно задавать вопросы, но не знаю. По-моему, это странно. Спасибо, попозже почитаю. Хорошо? Спасибо. Так, ну что, подведет он нас или нет? Давайте подождем Это моего вопрос. друга, который говорит на Гобледуке. А пока расскажите, зачем мы сюда пришли? Безусловно. К сожалению, когда я вручил Ранраку шлем Урткута, его реакция была не такой, как я надеялся. Он знал о том, как именно можно заполучить шлем. И Талер, я заподозрил, увидел. что Все я в порядке, воспользовался расслабься. для этого услугами ведьмы или волшебника. Спасибо. Ха. Вы говорили, что это поможет вам наладить отношения.
Надо было представить сначала его реакцию. Боюсь, что Ранрак не тот, от кого стоит ждать рационального поведения. Черт бы побрал этого Бракбора вместе с его дневниками. Кто такой Бракбор? Это предок Ранрака, знаменитый мастер по металлу. Ладно, раз уж мы собрались работать вместе, нужно рассказать вам больше. Не так давно были обнаружены дневники Бракбора, и Ранрак отправил меня за ними. Там описаны некие хранилища, которые Бракбору поручили построить для группы ведьм и волшебников. Хранилище? Что вы имеете в виду? Огромные вместилища, защищенные магией и изготовленные из гоблинского металла. Ранрак нанял помощников для поиска этих хранилищ. Нам предстояло обыскать все места, связанные с 5 именами, которые упоминаются в дневниках. Рекхем, Фиджеральд, Бакар, Морганок и Руквуд. Замок Руквудов. С него мы и начали поиски. Зачем вообще Ранраку понадобились эти хранилища? Его интересует их содержимое. Веками волшебники отказывались делиться с гоблинами магическими знаниями. Вы даже не позволяете нам использовать волшебные палочки. Поэтому многие гоблины, в том числе и я, никогда не доверяли волшебникам. Ранрак убежден, что в хранилищах содержится некая магическая сила, которую волшебники хотят использовать сами. Он намеревался и намеревается передать ее гоблинам, но он... А вот и мой друг Амид. Лучше продолжим наш разговор позже. Здравствуйте, Лодгак. Рад познакомиться с вами. Вы говорите на гобледуке? О, Багалио! Довольно. Неужто вы думаете, что это и есть гобледук? Я... да. У меня просто произношение хромает. Ведь разные диалекты. Дело не в произношении. Это вообще не похоже на язык. Надеюсь, читаете вы на гобледуке лучше, чем говорите. Конечно, сэр Лодгак. Просто Лодгак. К счастью, нам лишь нужен тот, кто может разобраться в рукописных планах, ведь я не могу пойти с вами в шахту. Каких рукописных планах? И почему вы не можете пойти с нами? Найс диалог. Но я не могу. Ты что, дурака пойти с включил? вами, поскольку есть риск, что кто-то донесет обо мне Ранраку. А, то, что мы здесь втроем, да, стоим на открытом месте. Как для глаза над зачарованной Балдеж. дверью, так и для сторонников Ранрака. Мы готовы. Мы с Амитом можем это сделать. Поехали. Еще свидимся. Здесь нас никогда никто не увидит. Никогда невозможно здесь нас заметить. Ревелли. Это другое. Ну да, ну да. Сторонники здесь нас не видят, потому что Эта мы дверь невидимы. смотрит прямо на нас. Эта дверь смотрит прямо на нас. И... Ревелли. Ну, естественно. Я умею быть незаметным. Сейчас покажу. Ну, конечно же. Ну, конечно же, конечно. Помню глазик. Ты не понимаешь, это другое. Да, это другое. Да, согласен. Книги так сильно отличаются от реальности. Настоящая гоблинская шахта. Она еще более поразительна, чем я ожидал. Даже не верится. Знакомые места. Разузнаем как можно больше и будем выбираться. Смотри на этот лифт. Такое простое устройство и так мастерски спроектировано. Кроме того, что это отличная работа, это еще единственный путь. Ха-ха, дурак, давай. А, ты еще Сабин не поставил лайк? Да ладно. До сих пор не акция. В настоящей гоблинской шахте. Не шутя, тут ля-ля-ля-ля тут. Рогазит. Диман, спасибо огромное. Я читал о таких шахтах, но это совсем не то же самое, что увидеть ее своими глазами. Да, ты со мной походишь, вообще с ума сойдешь. Чё? Так, Амид, соберись. Я проведу тебя через эту... Здорово, парни! Они что-то говорили, короче, ну.
Инцендио! Это найди его! Это ты Ты хорошо подумал? где здесь? Ты видел отхил какой идет? Амит, я благополучно выведу нас отсюда. Обещаю. Ривелио. Я, говорит, к такому не привык. За нами следят. И это дверь. На-на-на. А вот это уже интереснее. Ага. Понял. Ривелио. Парни, есть у вас еще что хорошее, нет? Акцо. Ривелио. Декульсо. Акцо. Может быть, она открывает заслонку на время. Не открывает. Вот здесь вот не работает механизм, но почему? Сейчас, секунду, до сюда все доходит, да? Там мы поджигали. Но где нужно поджечь, я вот никак не вижу, где надо поджечь. Это должно быть пожилое давление. Инцендио. Здесь вроде кирогазит. Все гениально и просто. Все гениально и просто, наверное. Да. Но тогда... Конечно же. Кто бы сомневался. Вингардиум левиоса. Ривелио. Неплохо вы. Ну тут, извини меня, и сундук лежит топовый. Может быть, маска золотая, голдовая. Чувство, будто есть приключенческого романа, который читаю на каникулах. Давай-ка здесь осмотримся, Амит. Может, найдем какие-нибудь планы? Какая-то Здесь должны быть и другие записи. Что Ривелио. они строят? Паны чилит. Что же они строят? Ну, здесь база. Это чистая прям... Чистейшая база прям. Просто прям. Прям. Это прям оно. Как интересно видеть записи на гобледуке, сделанные рукой Ривелио. гоблина. Какие удивительные здесь росчерки. Обязательно выясни, что они здесь строят. Росчерки.
Нам бы только, сынок, с тобой понять, куда нам идти, но, судя по всему, вот в эту кишку. Не в эту. Вот в эту. Если я правильно перевожу, а я думаю, что правильно, они строят что-то большое. Но что? Скажи, Это если очень большое. О! Жилая засада. Уважение. Зря. Это было очень зря. Ой-ой-ой. 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 Кого? Откуда там звуки? Ой-ой-ой. Мать моя. Просто вообще забейте. Парни, как же вы так... Просто вообще забейте. Работяги вообще прям... Это уже перебор. Бывало и хуже. Главное, не отставай. Ревеля. Знаешь, как они попались? Инсейнджер. Ага. Самое главное это вот эти вот цветочки. Самое главное, самое сейчас как я туда кастану. Все по-прежнему, парни, тихо. И теперь просто вот так вот. Парни, ну чё вы начинаете здесь пенить, я не пойму. У вас просто без шансов абсолютно вообще. Ты там, я не пойму. Это на самом деле, ну... Вот этот вот перк, это из разряда, знаешь... Он просто, он неубиваемый становится. Это, знаешь, как какой-то это... Убергот. Он просто... Во-первых, у него мобильность какая-то бешеная становится. Сколько же их тут? Там паки... Пацан просто пытается, да-да-да, защиту какую-то врубить. Он так, наверное, стоит, на все это дело смотрит, думает, что вообще происходит? Где-то котелок какой-то надо поджечь. Пока не понял, где. 100% где-то за чем-то спрятано. Здесь жаровня. Не пойму пока что. Умно. Инсейнджер. Секунду.
Где-то что-то открылось. Плохо дело. Они строят огромные буры. Настолько огромные, что в этой шахте они не поместятся. Выбираемся, расскажем Лотгуку, что узнали. Ривелио! Здесь должен быть короткий путь. Не хочу возвращаться назад. Кто особо непонятливый, там это 24 часа есть новая функция прекрасная у Ютуба. Спасибо. Где-то сказали есть проход. Но где? Ривелио! Все оказывается намного проще. Да, ну, Мне нужно час, не надо 24 там, час-два до конца стрима. Спасибо, что пошел со мной, Амит. Если человек не понимает, раз мы выяснили их планы, надо пора дать выбираться отдохнуть отсюда. возможность. Может, устал человек с работы. Ребят, сундуки, ну, были и были, но попались они нам и попались. Мы очень хорошо лутаемся, поверьте. Вообще, расслабьтесь. Просто приятно проводите время, получаете удовольствие. И советы, не советы. Когда нужно, я попрошу, поверьте. Вообще, не заморачивайтесь. Все здесь не перелутать, и оно и не нужно, на самом деле. Если оно просто того не стоит. Ну? Просто отдохните, расслабьтесь. Спасибо. Не-не, это я к тем сугубо, там 2-3 человека, которые не понимают. Хорошего стрима, спасибо. Спасибо, малая. Спасибо тебе большое. Ривелио! Взаимно. Приятного просмотра. Амит, мы почти выбрались. Смотри-ка, там лифт. Не, а сейчас просто перелут. Где задор лутать, Леху не узнаю. А у меня перелут идет. Ну, смысла не имеет. Я лутаю вещи, ну, они там +1, +2. Мы просто... Ты, наверное, предыдущие серии не смотрел. Плейлист есть внизу в описании. Я на самых первых сериях все везде лутал. То есть я прям, ну, по красоте все. Так что глянь первые серии. Там именно про лут, про доп. Квесты. То есть я специально оделся хорошо. Потому что я понимал, что на этом уровне сложности будет, конечно, тяжеловато. 100%. Но сейчас зато все просто, все... Как, ну, как просто? Ну, Пожалуйста, нормально. давай поговорим о том, что сейчас произошло. Не так уж и плохо было, да? Плохо. Просто ужасно. Пожалуй, хватит с меня на сегодня приключений. Да и на всю оставшуюся жизнь тоже. Хорошо. Спасибо, Амит. Без тебя у меня бы ничего ну, каждому не вышло. свою. Кому-то на звезды Сейчас смотреть, мне кому-то нужно поговорить приключения. с Лотгаком наедине, если не возражаешь. Понял? Я вас оставлю. Я сохраню ваши гоблинские тайны. Но однажды напишу книгу об этом приключении. Технология. Спасибо тебе Короче большое. говоря, адьос. Адьос, амигос. На-на-на-на-на-на. Амигос, адьос. Адьос. Они строят огромные буры. Мы обнаружили чертежи. Должно быть, Ранрак ищет хранилище. Боюсь, так и есть. Но я не знаю, где еще, помимо замка Руквудов, он собирается их искать. Ваши слова перед спуском в шахту не выходят у меня из головы. Да? Если вы разделяете взгляды Ранрака, с чего бы вам мне помогать? Прибыв на поиски в замок Руквудов, я полагал, что там никого не будет. Но я с удивлением обнаружил там ведьму, которая устроила в замке что-то вроде импровизированного центра для исследований. Она так внимательно что-то изучала, что поначалу не заметила меня. Когда она подняла взгляд, я думал, что она испугается или возмутится. Но вместо этого она сделала то, чего я никогда не забуду.
Не колеблясь ни секунды, она улыбнулась и предложила присесть рядом. Значит, она была уверена в себе. Она рассказала, что она ученая, и показала мне маленький футляр необычной формы со странным символом на нем. Она была уверена, что он из гоблинского металла, но не смогла его открыть. Она хотела работать вместе со мной. Мириам. Да. Но откуда вы... Жена профессора Фига. Он рассказывал мне о ее работе, и про футляр я тоже знаю. Она с таким почтением говорила о гоблинах, нашем уме Да и ну нет. мастерстве. Я совершенно такого не ожидал. Ни одна ведьма или волшебник не относились ко мне с таким уважением. Поэтому, к собственному удивлению, я разрешил ей изучать футляр, если она позволит мне самостоятельно обыскать замок. Когда мы расставались, она пообещала поделиться своими открытиями. Прибыли новые последователи Ранрака, и мы начали копать. И в конце концов мы нашли первое хранилище. Ранрак был в восторге от нашей находки, но пришел в ярость, когда я рассказал ему о Мириам. Отчитал меня за доверие к ведьме. Когда я узнал, что ее убили. Ты думаешь, что это Ранрак убил ее? Я не хочу в это верить, но я не знаю. После того во мне что-то изменилось. Я видел, как сила из хранилищ начинает менять Ранрака, менять их всех. Я больше не мог в этом участвовать. Спасибо, Лодгок, за то, что рассказал. Я рассказываю вам все это, чтобы вы понимали, что стоит на кону. Ранрак так и не отыскал все дневники Брагбора. Но из тех, что оказались в его руках, можно понять, что в какой-то момент Брагбор построил намного большее хранилище, чем то, что расположено под замком Руквудов. То, что вы сегодня нашли здесь, глубоко меня тревожит. Если Ранрак узнает, где находится это хранилище, боюсь, нас ждет большая война. Я разузнаю, что известно Ранраку. Ждите от меня сову. Мне кажется, он отлетит сейчас. Он сейчас пойдет копать под Ранрака, и он его просто минусанет. Я не знаю почему, я прям вот просто чуйка. Да. Я думаю, это очень грустно закончится. Очень грустно. Потому что, ну... Мне нужно как можно скорее... Мое новое улучшение для метлы еще лучше предыдущего. Заходите в круголетку, как только Понял. сможете. Сейчас прилечу. Вот это топ. О. То, что мне дают разгонять еще и одежду, это, ну... Жестко. Очень жестко. Прям вот... Очень-очень жестко. Это... Защита здесь, по идее, значит, будет нападение, да? Здесь надо идти, но я их быстро очень меняю. Я бы вот эти чисто вставлял, и все. Все вообще в тайную магию просто прокидывал бы. Древнюю магию, все. Слишком быстро мы их меняем, и левелы у нас летят просто как из этого, из рога изобилия. Так что... Погнали.
Сейчас, одну секунду, выключу. Я тут. Друзья мои, я тут. Опа, а вот и основной квест подъехал. Сюда. Сюда. А где я? А поближе что, нет? А поближе? А я вот сюда хочу. Окей. Угу. Я думаю, сейчас вот это last quest будет сегодня. Сколько вы там лайкосов понаставили? Ну-ка, давайте посмотрим силу вашу сегодняшнего дня. Как у нас по поддержке? 3-4 тысячи лайков. Вчера сколько вы? 5 поставили? От Хогвартса устали. Чувствую, чую, устали. Чую, вы устали. А я его сам пройду. Да? Потому что я молодец, да. Лё. Если так подумать, то только Ёлка. снотворное зелье стоит того. Ёлка, реально. Много Хогвартса. Ну, пройти-то надо. Ревелио. Скоро еще выйдет у нас, не забывайте, дополнение очередное к Atomic Heart. Так что будет все вообще красиво. Прочь! Будет все вообще в ажуре. Блин, у меня сюда что, порт, что ли, был? Вообще-то обидно. Господа. Это вообще самое-самое основное задание. Поехали. Здравствуйте, профессор. У меня новости. Гоблины что-то разыскивают. Еще одно хранилище. Не они построили для этого буры. О, это меня тревожит. Эти хранилища что-то вроде футляра, найденного мной в замке Руквудов. Именно так. Боюсь, нам нельзя терять время. Взгляните на карту. К счастью, место проведения испытания близко. В Хогвартсе. Вам ведь известно, что я возглавляла школу? Мой портрет висит в кабинете директора. Я была там и видела, как профессор Блэк узнал о вашем прибытии. И, признаюсь, вы меня заинтересовали. Погодите, следующее испытание ждет меня в кабинете директора? Действительно. Я надеялась, что когда придет время, хозяин этого кабинета Данил, поможет мне жаль нам. тебя, если ты такой шлак Но, смотришь. увы, нынешнего директора, Искренне. по-видимому, совершенно не заботит ничего, кроме его собственной персоны. Вам нужно попасть в кабинет, пока его там нет. Понимаю. Что ж, я что-нибудь придумаю. Хорошо, тогда я буду ждать вас у портрета. До встречи. Так. Как же мне попасть в кабинет директора? Нужно спросить профессора Фига, может, он знает, что делать. Я не думаю, что он нам с этим поможет, но, в принципе, имеет место быть. Наверное. Может быть и нет, а может быть и да. Карта. Карта. Интересно, как туда попасть. Я, если честно, я даже ума не приложу. Как это возможно, но нужно подумать. Я думаю, что он нас сейчас набреет. Я думаю, что он нас сейчас набреет и дропнет просто, потому что... А как может он помочь? Как Фиг нам сможет помочь? Ну, не знаю. Догадки тоже напишите, кто не смотрел игру, в описании, в комментарии. Очень интересно будет почитать. Что он может знать? Просто, понимаешь? Вот это вот вопрос.
Если только забайтить как-то, но... Ну, не знаю, не знаю. Не сюда. Здравствуйте, заходите. Здравствуйте, Светлана, неважно. Где? Подожди, у нас метла. Сюда. Вот уж лишний континент. Метла, метла. Здравствуйте. Привет. Рад вас видеть. Хочу предложить вам приобрести очередное улучшение по специальной цене. Ты аферист? Очень много налутали. И у нас прям баланс очень хороший идет. Новое улучшение готово. Не терпится узнать, что вы о нем думаете. Надо будет обкатать. Самонадеянным, Хотите но... узнать от меня еще больше подробностей о полете? Вы меня знаете. Чувствую, я почти у цели. Но мне кажется, можно еще чуть-чуть улучшить метлу. Мисс Рейс участвует в гонке по маршруту южного побережья. Я Вообще. понял. Вообще меня Мистер это не Уэйс, пугает. Я надеюсь, ее но маму будьте лично знаю, она работает там. Жду нашей следующей встречи. В общем, она помогает с полетами. Да. Так, и вот оно, профессор Фиг. Ждешь выходных? А зачем мне их ждать? Я же не на работе нахожусь. У меня и так, можно сказать, выходной каждый день. Я не считаю это работой. Это как хобби, наверное, больше. Очень странный вопрос. Максимально. Понять, ждешь выходных? Не знаю, да, наверное. А может и нет. А может и да. Желаю с тобой встретиться. Повелевай, моя госпожа. Это сильно. Но мне даже нравится. Уверенность в себе — это очень хорошая вещь в наше время. Остальные девчонки, а что, так можно было? Ревелио! Терпеть не могу запихивать шерстяные свитера в сундук. А если еще и... Главное, не в штаны. Погоди, я точно по этому квесту иду? Когда, извини, на вопрос не отвечаю, друг. Когда сразу в телегу Hard Insight? Сразу. Вот хочешь спросить, когда, туда зашел. Нет инфы, значит жди. Все хорошо. Все хорошо. Да. Метлу новую взял. Да-да, она автоматом апгрейдится. На ней просто сразу апгрейд висит. Не тот квест. Лучше бы их сюда не... Ну-ка. Подожди, вот он. Ну.
Вот. Вот это вот другое дело. Совершенно согласна. Не говоря уж о том, что из-за этого... Во. Вот это точно то. Наверное. Ревелио. Да. Поехали. Как же, профессор Фиг, хранители показали, где следующее испытание. Ну надо же, с чего это? Нормально. Мы с спасибо. Лодгоком узнали, что гоблины разыскивают другое хранилище, вроде того, что мы видели в замке Руквуд. Здесь внимательно. Они строят огромные буры, чтобы продолжать свои поиски. Кажется, профессор Фиджеральд крайне этим обеспокоен. Понимаю. Очевидно, Ранроку известно куда больше, чем мы думали. Да, сэр. Это еще не все. Лодгок знал Мириам. Он знал Мириам? Они встретились в замке Руквудов. Она проводила исследования. Именно там она и нашла футляр с порталом. Она ему так понравилась, что он позволил ей забрать футляр, вопреки приказам Ранрока. Даже не знаю, что сказать. Она практически любого могла завоевать. Я хочу узнать больше. И не мешало бы поговорить с Лодгоком напрямую. Но сейчас... Ничего, что сзади стоит Где дружочек будет за ним. следующее испытание? Хотите верьте, хотите нет, но в кабинете директора. Невероятно. Что ж, тогда вы должны узнать пароль, чтобы каменная горгулья вас пропустила. Спросите у домового эльфа-директора. Я не знаю домового эльфа-директора. Станет ли он со мной разговаривать? Он наверняка верен только ему. Верен, так что без маскировки не обойтись. И у меня есть идеальное решение – оборотное зелье. Внешностью и голосом вы станете точь-в-точь, как профессор Блэк. Разве для оборотного зелья не требуется частичка того, в кого хотите превратиться? Да и варить его нужно целую вечность. Все верно. Так откуда у вас готовое оборотное зелье для превращения в профессора Блэка? Никогда не узнаешь, когда такие вещи могут пригодиться. Скажем так, после бесполезной поездки в министерство по его поручению, я подумал, что нужно быть готовым ко всему. Сейчас главное время. Пейте зелье, а я объясню дальше. Не шутя, там флакон. Ну как вы? Невероятно. Но как-то уж слишком изо рта воняет. Как я звучу? Убедительно. Я взял на себя смелость трансфигурировать вашу мантию. Как мы и говорили, вам понадобится узнать пароль у Скроупа, а он Спасибо, может быть Ролик. где угодно в замке. Попробуйте поискать профессора Кагау. Она взялась изводить несчастного эльфа насчет Квиддича в надежде, что тот сможет убедить Блэка передумать. Пока безуспешно. Понятно. А если профессор Блэк меня увидит? Предоставьте его мне. Я скажу ему, что нам нужно встретиться с представителем министерства в Хоксмите, так что у вас должна быть куча времени. Спасибо, профессор. Встретимся потом в зале картографии. Довольно странно слышать слова благодарности из уст профессора Блэка. Увидимся там. А теперь нужно найти домашнего эльфа-директора. Ну, вообще, как бы... Возможно, типа... Ну, не знаю, по лору он, по-моему, со мной разговаривать не будет. Пока не могу маску забрать, завернусь за ней. Если не забуду. Мы их еще миллион их соберем, так что... Честно, вообще не парит. В принципе, второго левела вообще у вас хватает. найдется минутка? Профессор, я как раз вас искал. Я весь в делах, профессор Шарп, весь в делах. Понимаю, сэр, но... Вы обращались ко мне по поводу одного зелья, и... я... В каком зелье? А, ну да, зелье. Ну так выкладывайте, Шарп. Не торчать же здесь целый день. Полагаю, лучше поговорить об этом в другом месте, сэр. Уверяю вас, Шарп, можете говорить свободно. Ну, хорошо. Я изготовил зелье от прыщей и фурункулов, как вы и просили. Могу принести его вам в кабинет, когда скажете. Ну да, конечно. Обойдемся без конспирации. Пусть кто-то из учеников принесет его мне. Из учеников? Хорошо, сэр, раз вы настаиваете. Настаиваю. Большое вам спасибо, Шарп. Надеюсь, вашего зелья хватит, чтобы вывести все мои фурункулы.
Осталось решить, кому из учеников достанется эта незавидная задача. Эти Незавидно. жалкие потуги, выдаваемые за магию, которые приходится наблюдать здесь, вынуждают меня скорбеть об... Мне показалось, что это директор идет. Показалось. Это не я. Это не я. Очень надеюсь, что я успею. Как ты себя ведешь? Директор здесь? Что ему? Кто-нибудь видел мое зеркало с ручкой из слоновой кости? Никто. Профессор, на пару слов. Профессор Блэк, послушайте, еще не Смотри, поздно этот, пересмотреть Стас решение Михайлов. касательно Квиддича. Еще можно провести пробы и немного укоротить сезон. Так будет лучше, чем совсем без Квиддича. А как же травмированный ученик, мадам Кагава? Профессор, кто только не получал бладжером по голове на поле для Квиддича. Иногда это только на пользу дурь выбивает. И никаких последствий для них не было. То, что это произошло с чистокровкой, не повод для... Что за бред? Я о том, что для вас какая-то дурацкая игра важнее здоровья ученика. Дурацкая игра? Я... С вами иногда просто невозможно говорить. Знаешь Сэр. что? Я Сэр, размышляю написать называй насчет вас меня в мой Министерство милорд. в отдел магических игр и спорта. Можешь просто мой господин. Я вообще-то... Чего? Да плевать вообще. Хорошая мысль. А если вам Какая нужен разница? пергамент, можете одолжить у меня. И где это носит моего домашнего эльфа? Я... Пергамент? Что ж, так и сделаю. И с удовольствием. А Скроупа я видела в большом зале. Похоже, он меня избегает. Интересно, почему? Вообще плевать. Давай. Пиши заявление на увольнение, напиши сразу. Гордитесь, чистокровные. Будущее за вами. Они не хотят мне сказать, куда бежать? Было где-то здесь вроде метка, но... Привет. Чисто поугарать, что ли? А, во. Надеюсь, что это не из-за меня. Всем на тебя плевать. Практически каждый день я... Профессор. Уйди от меня, уйди! С вами поговорить. Не хочу ни с кем разговаривать, мне плохо. Здравствуйте, За профессор. пеню сейчас колдрак Профессор закину. Уизли, как приятно вас видеть. Очень приятно. Простите? Ну хорошо. Свободы действий? Считаете это... Я знаю, но пусть все останется как есть. Понимаю. Но позвольте сказать, меня очень волнует, что кто-то новенький так много времени проводит вне школы. Вероятно, по поручению профессора Фига. До меня дошли тревожные слухи об их авантюрах. Начиная с посещения запретного леса и заканчивая стычкой с приспешниками Ранрака и Руквуда. Что? Ах ты... Господи, профессор, это же просто слухи. Нельзя верить всему, Вероломная, Нет, конечно, очкастая... Ладно, я присмотрю за Фигом. А вы продолжайте делать свою работу, с которой так здорово справляетесь. Вы просто молодец. Ну, что ж, я... спасибо. Но я бы с радостью занялась... Хорошо, хорошо. На сегодня все, Уизли. То есть, профессор Уизли. Хорошего дня. Я тебя запомнил, поняла, нет? Здорово справляетесь. Свободы действий для профессора Фига никогда не понять этого. Никогда не поймешь. Это Строили даст здесь. профессору Фигу небольшую передышку. Скроуп такой же трудяга, как и все домашние эльфы. Скроуп! О, приветствую, хозяин. Напомни мне пароль для входа в мой кабинет. Но хозяин заставил Скроупа поклясться. То никому не скажет, даже хозяину. А сейчас я говорю, что можно сказать его мне. Да, сэр. Разумеется, сэр. Скроуп молит о прощении. Это семейный девиз Блэков, хозяин. Ну, конечно, я... Хозяин запамятовал.
чистота крови навек, не так ли? Почти, хозяин. Скроуп думает, что хозяин его проверяет. Там должно быть навеки вечные. Разумеется. И, конечно, как известно хозяину, на французском. Конечно. Приказываю тебе произнести его вслух. О, хозяин знает, что Скроуп прескверно говорит по-французски. Что ж, toujours pour. Спасибо. Ла багет! Забудь об этом разговоре. Пам-парам-парам-парам-па-па-па-па-па-па-па-пам. Это правда Италия, но ничего. Извинись. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Че, родной? Надо быстрее, пока действие не прекратилось. Сейчас, если еще меня кто-нибудь остановит, здесь начнется. Действие зелья заканчивается. Профессор Фиг был прав. Даже не верится, что это сработало. Теперь нужно сказать Гаргулье пароль. Где Гаргулья-то? А где? Ревелио. Мать, а где Гаргулья-то? А! Экспеллярмус. Инсендия. Ничего не понимаю. Жур-пур. Пур-пур-жур. Наверное, вот это. Да. Сюда. Жесть просто. Что-то такое длинное предложение в 2 слова говорится на французском. Это очень интересно. Надо попробовать. Я того... Полезная эта вещь. Ревелио. Что за пожилая кишка? А где... А где домимаски-то эти? 9. Алахамора. Не хакнуть здесь замок, это грех на душу брать. Ну, конечно. Кто захочет, прочтете, ребят, на паузу. Стопните, я прям... Мне очень интересно, что сейчас, чем это все закончится. У меня вот прям вот интересно. Тужур. Ажур, тужур. Кого? Вот и Гаргулья. Нужно сказать ей пароль. Toujours pur. Ревелио. Не шутя ты, друг, забрался. Интересно, у всех ли благородных семей волшебников есть свой девиз? Ну, вообще, да. Я представляю, какой здесь дроп лежит. Но это, правда, не точно, но...
It's good to see you. Значит, профессор Фиг все предусмотрел. И что теперь? Approach the pedestal in the antechamber and read the book Дойди that к предисталу и appears. по прихожей посмотри книгу, которая там появится. Мне кажется, просто прочесть книгу Чуть они здесь недостаточно. Вы недоперевели. не ошибаетесь. Поговорим, когда вы закончите. Ну, все Она спят на что, портретах. все это время была у директора под носом? Где? Ревелио. Где это дринь-дринь? Ага. А вот и шляпа. Должно быть, это и есть пьедестал? Пам! И он испарился. Как так? Хм. Прикол. Где я? Профессор Фиджеральд, вы слышите меня? Я здесь. В этом месте. Ты можешь называть меня Нимф. Ассасин? Твоему взору предстанет старая легенда. Но будь внимательнее. Порой что-то может быть не тем, чем кажется. Чего? Поспеши, но соблюдай осторожность. Используй то, что тебе попадется, чтобы найти меня. Прежде всего, тебе понадобится мантия. Здесь, как и в жизни, смерть может принимать разный облик. Во что бы ты ни стало, избегай ее. Такое мне вообще не нравится. Да в смысле? Надо было бежать, пока можно было. Я бы уже был на свободе. Они ушли, но могут вернуться. Нужно выбираться отсюда. Куда же запропастилась эта Ниов? Нужно точно рассчитать время. Ясно. Лестница прямо передо мной. Смерть? Смерть. Страшно, очень страшно. Тут лестница. Может, если поднимусь по ней, они не найдут меня? Да? Правда? А они об этом знают? Про лестницу твою. Да, сынок. Это, конечно... Я так больше не могу! Нужно выбраться отсюда! Вот мой Выберешься. шанс. Ниев уже близко. Скоро выберешься, сынок. Ой, слишком много. Нужно перейти эту дорогу как можно быстрее. Как? Что вообще делается? Пацаны, не надо, пожалуйста, но меня люди Вот смотрят, куда мне уважаемые. нужно. Но надо придумать, как пройти мимо них.
Мяу. Да, думал я очень долго. О, привет. Я тебя знаю. Здесь никого, только опасность на каждом шагу. Должен же быть другой путь, чтобы найти вас. Да. Нужно возвращаться. Так мимо них не пройти. Куда возвращаться? Я сейчас чуть ежика не родил. Похоже, единственный безопасный путь вперед через эту дверь. Я не хочу. Что, совсем, что ли, это того и все? А чё так все потеют-то, я не пойму. Давай быстрее ногами шевели! Давай, давай! Это мой шанс! Здесь На скеле. можно пройти. Можно, да. На тот цвет. Я что, невидимка? Разве это возможно? Возможно. Всё, солнышко, возможно. Они меня совсем не видят. Ага. Можно подобраться поближе. Да-да. Наконец-то путь свободен. Да-да-да. Ну и где же вы, Нилов? Да-да-да-да. Я больше не хочу туда. Пока тебе удается обмануть смерть, но меня ты еще не нашел. Ищи дальше. Но знай, на этот раз ты не сможешь спрятаться. Возьми эту волшебную палочку, но не трать ее необычайную силу попусту. Где палочка-то? О. Никогда не чувствовал такой силы. Депульт! Бомба! И завалило. Что за негатив-то пошел? Да мне мои скиллы верните. Я вам покажу сейчас такую бомбарду. Мало вам никому не покажется. Бомбард! Дефиндо! Бомбард! Дефиндо! Бомбард! Дефиндо! Бомбард! Дефиндо! Бомбард! Дефиндо! Депульт! Дефиндо! Бомбард! Бомбард! Дефиндо! Бомбард! Дефиндо! Палочка-убивалочка, реально.
Жесть. Такое вообще не контрится. Довольно долгий квест. Я почему-то думал, он побыстрее будет. Но это прям какой-то, видать, серьезный квест. Прям огромная арена. Это, короче, прям босс-босс. Прям босс-босс-босс. Не понял. Бедолага просто выгребает. Какой потный-то, я не пойму. Используйте чего? Дуэльную. А, типа... Не пойму, что он хочет от меня. 41 тысяч урона. Просто этот. О! Что ты опять призываешь? Это сейчас будет уже геморно. Ой-ой-ой. Not bad, not bad, not bad. Соглашусь, молодец. Здесь прям конкретная дефинда, да. Здесь прям дефинда, да. Потеет, мой хороший. На 2 КММР потеем. Все как мы любим. Да. Я. За паровоз мимо меня проехал. Парни, у вас тут по дефинда, по бомбарды, как там? Мне это, короче, прям арена. Вот прям арена. И это прям финал. Прям вот что-то, что вот прям вот. Это какой-то очень серьезный квест.
Какая-то убер-палочка. И... Простой камень. Наверное, для меня. Причем отсюда даже не выйти. То есть это вот прям... таинственный камень. Рус, вот здесь превью. За камнем тянется, очень красивое получится. Твой путь еще не окончен. Один из Оставь вариантов. скорбящих и иди дальше. Все не то, чем кажется. Поверить не могу, что она умерла. О, бедная Нилф. Умерла такой молодой. Мы будем всегда чтить. Без нее все уже будет не так. Просто ушла. Просто ушла. Вы нашли меня. Но то, что произошло, вам изменить не под силу. Магия камня способна призвать только лишь мою тень. Однако нет света без тени, как и тени без света. Тьму не всегда нужно истреблять, даже если ты можешь это сделать. Интересно. Где-то я что-то подобное видел. Только не с Помни об этом, бабой, а с когда мужиком, будешь в моих помните? воспоминаниях. Не всегда стоит истреблять. Интересно. Прикинь, я омут памяти оказался. Просто браво за этот квест, да. Один из самых крутых, красивых и необычных квестов вообще за этот несколько лет, которые я видел. Очень круто сделано. Исидора, то, что ты сделала для отца, удивительно. Вот именно. О нитях чувств или следах этой магии Персиваль может не беспокоиться. Я наконец-то придумала, как удержать их. И как же? Гоблинское серебро. Ты обсуждала это с гоблином? Да он не знает, что именно мы хотим удерживать. Мы ведь даже не знаем, каким эффектом обладают эти эмоции, эти следы темной магии. Говорите, как Персиваль. Главное, что я знаю, это источник концентрации и силы. Удивительно, что они усиливают мои способности и магию. Я не понимаю, Исидора. Мы обуздаем эту силу. С такой силой лучше не шутить. Попав не в те Вы руки, же она... видели, я спасла отца. Нев, представьте, сколько добра мы сделаем. Ведь каждый человек испытывает боль. Что ты делаешь? Короче, это... Вдохните. Чувствуете? Исидора? Надо прекращать. Ясно тебе? Вы все скрывали эту силу столько лет, потому что боялись. А я Короче, готова понятно. ее принять. Угу. Меня за что-то забанили в чате без объяснения причин. Я не спойлерил, честно. Сори, Алексей. Да, админы просто так, да, именно тебя забанили. 100%. Проклятые админы, обязательно их всех сменю. Это отписка, буду так смотреть. Не отписывайся, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я сейчас всех админов, если хочешь, канал удалю, если хочешь, но в чате хочешь, всех забаню. Ты только не уходи, пожалуйста. Жень, ты дурак?
Так не работает, родной. Подсказки, муты никого же не банят. Мутят только за первое подсказка, второе спойлер, третье, когда человек дичь несет. Не банят, а мутят просто. Мут это на время лишает тебе возможности разговаривать. Не уходи, Жень. Жень, после всего того, что между нами было, я не смогу. Женя! Женя, Евгений! 11-й регион, тем более, уважаемый мной. Не может быть. Неужели кто-то прошел первые 3 испытания? Все так и есть. Но вы так... Молоды? Знаю. Вы должно быть профессор Бакар. Да. Приятно познакомиться. Я видел в омуте памяти воспоминания. Исидора что, вдыхала тягостные эмоции? Да. Выглядело это страшно. Но как ей удалось черпать из них силу? Как она использовала ее? Это и было страшно. Однако же странно, что вас так интересует ее сила. Конечно, интересует. Потому я и не спешу раскрывать вам местонахождение моего омута памяти. Вам еще предстоит осознать, что сила влечет Ты чё, ответственность. родной? Уверяю вас, профессор, я это Я вполне в 3 осознаю. омута К тому уже же искупался. Вы еще не знаете, что опасный гоблин по имени Ранрак побывал в хранилище в замке Руквудов. Он научился использовать то, что там хранилось, как источник колоссальной силы. И он намеревается обратить эту силу против волшебников. Нельзя терять времени. Понятно. Извинись. И тем не менее, узрев мои воспоминания, вы получите безмерно ценные знания. Я должен подумать, прежде чем поделиться Подумай! ими. Скоро Мне Хогвартс нужно возьмут время, бур чтобы вот обсудить такой это вот. с другими Вот хранителями. такой бур возьмут и вот так вот сделают. А ты подумай, Сережа, конечно. Да, подумай. Я слышал, что вы Времени рассказали еще профессору Бакару. вот так Значит, вот. Исидора вдыхала эмоции, Вагон! чтобы накопить силу? Давай. Да, и еще Молодец. вытягивала их без спроса у профессора Наш Фиджеральда. слоняра. И поступила так же со своим отцом. Чудовищно. Мало того, она сказала, что нашла способ хранить следы извлеченной ею магии в хранилищах из гоблинского Я с ним больше не серебра. разговариваю, он сумасшедший. Скорее всего, в них. Но я не успел рассказать вам еще кое-что. Ранрак искал их в местах, связанных с 5 именами. Он узнал их из дневников мастера по металлу, гоблина по имени Бракбар. 5 имен? Это хранители. И кто же еще? Исидора Морганак? Именно. Вот почему Ранрак постоянно нас опережал. И в Гринготте, и в башне, Дядя и в замке Петя, ты Руквудов. дурак? Раз уж хранители пока не говорят вам, где будет следующее испытание, предлагаю следить за Ранраком. Я предлагаю Может, просто узнаем сейчас что-то его новое. гангануть и Может все. быть. Надеюсь, Лотгак даст о себе знать. Я не слышал о нем с тех пор, как узнал о бурах. И вы уже, наверное, знаете, что ваш план с оборотным зельем сработал как по волшебству. Я так и знал. Возможно, я перестарался, отвлекая Блэка. Оказалось, он совершенно не умеет пить огненные виски. Курлык. Ну, это шикарная серия. Шикарно, я бы сказал. Ну, прямо сейчас мы с вами пойдем на ВК Play. Я сейчас сделаю чаечек и пойдем на ВК Play. Угу. Кстати, напомните мне, пожалуйста, плейлист, ссылка внизу в описании, да, чтобы посмотреть все серии. Ну, сюжет заворачивается там, заколдыбенивает. Интересно, интересно и очень-очень неожиданно. Неожиданно я немного даже потерялся. Очень интересно. Я не ожидал к такому повороту событий, где мы еще один омут памяти нашли. И я чувствую, эта игра нам очень-очень серьезный такой какой-то готовит какой-то финал. Прям вот жесткий. Интересно. Ну что ж, мы продолжим проходить эту игру, ребята. Новый стрим по этой игре. Чем быстрее пальцы вверх, комментарии, тем быстрее выйдет новая серия. Ну а мы прямо сейчас пойдем посмотрим какой-нибудь мультик на канал ВК Play Live. Также напоминаю то, что все самые у нас интересные события в мире спорта, в мире киберспорта и всего остального
у нас где? Правильно, по ссылочке в чатике. Да, переходите в нашу телегу, и там... Прям пост, да. Спасибо, Господи. Дай вам Бог здоровья всем тем, кто регистрируется на Вине. И огромное-огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Ссылочка вон, сейчас вот ее кинут, да. Вот, ну и в закрепленном комментарии, я не знаю кто, но постоянно кто-то что-то оставляет, я понятия не имею. Да, вообще оранжевый цвет мой любимый, да. Все, ребята, пойдемте посмотрим что-то интересное. Обязательно кину оповещение на стрим ВК Play в чатике. Также будет он 0+. То есть можете смотреть с детишками. Обязательно сейчас на ночь посмотрим какой-нибудь очень интересный мультик. За него перед этим проголосуем. Так что все, всех обнял, приподнял. Эту игру мы обязательно допройдем до конца. Все, как я и обещал, потому что очень-очень-очень интересный сюжет. Жду вас в комментах. И всем удачи, добра. Увидимся в телеге.